Здравствуйте, коллеги! Я очень рада снова вас видеть. И сегодня мы продолжаем цикл вебинаров нашей 8-й международной конференции «Ягоды России». Сегодня мы встречаемся с Салихом Ходжовым, исполнительным директором хозяйства WB Chambers Farms из Великобритании, для того, чтобы поговорить об адаптациях технологий выращивания земляники садовой и малины к условиям современного рынка и отрасли. Спасибо вам, что присоединяетесь к нам. Напомню, что вы можете направлять свои вопросы как в комментариях к трансляции на YouTube, так и в нашем телеграм-чате. А сейчас я передаю слово Салиху. Салих, спасибо большое, что присоединились к нам, что нашли время рассказать о такой важной для нас теме. Коллеги, Салих будет говорить по-английски, я постараюсь помочь вам понять, но ваши вопросы Салих понимает и на русском языке, что очень приятно. Hello, well, it's pleasure to be here, and I hope I'm gonna give enough and good information. So I hope you enjoy the presentation, and I'm gonna start sharing, and I hope. Здравствуйте, коллеги! Я очень рад быть здесь, рад общаться с вами. Надеюсь, что вам будет интересна и полезна представленная информация. И давайте откроем презентацию. Can you see the screen? Sorry, Irina. Всем ли видно экран? Мне видно. Yes, I see it. That's good. Если вы увидите какие-то сбои технические, что-то не будет видно, слышно, пожалуйста, напишите нам обязательно. Super. So hello once again, everybody, and yeah, I'm actually in England, in UK. I work for WB Chambers Farms Ltd for now 24 years. Я живу в Великобритании, в Англии, и работаю в компании WB Chambers Farms уже 24 года. Myself, I'm from Bulgaria. That's why I know a bit of Russian, not very well, but I understand Russian because we have a lot of people working from different countries, and Russian is a language which we use on the farm as well. Сам я родился в Болгарии, именно поэтому я понимаю и немножко говорю по-русски. Вообще у нас на ферме мы используем очень разные языки общения, один из них как раз русский язык. Yeah, so I'll start with just to give a bit of overview of the company. So if you can see my next slide. Давайте немножко остановимся на обзоре компании. Yes, we see the next slide perfectly. So basically, WB Chambers Farms Ltd is a family business, which is owned by Tim Chambers, which you can see on the picture, the younger man on the left. Компания WB Chambers Farms– это семейная компания. Управляется она Тимом Чембером. Вы его видите на картинке слева, вот который помоложе. And basically, typically, like most of the English farms, it's from his father, from his grandfather. So he's a third generation farmer in England, in the place where we are. И что типично для британских ферм, Тим получил хозяйство в управлении от своего отца, а тот от своего отца. В общем, это уже третье поколение, которое управляет фермерским бизнесом. Now the company has about 750 hectares of crops, which is mainly soft fruit, strawberry, raspberry, blueberry, blackberry. At the same time, we grow cherries, we grow red currants, rhubarb, and some other crops, which I'm going to show you on some of the next slides. Всего ферма владеет 75 гектарами земли, где выращивает разные культуры. В основном это разные ягодные культуры. В первую очередь земляника, малина, ежевика, голубика, также черешня, красная смородина и некоторые другие культуры. Посмотрим на следующем слайде. Many years ago, when the company started, when Tim was starting to kind of be part of the management of the company, it's a typical small farm in England. They used to grow a small amount of different crops, some animals as well they had. So this is 1985. And then basically when Tim took it over, they realized that they need to be growing something with more value. And that's why they started investing in raspberries and strawberries.
Изначально ферма была компания была обычным фермерским хозяйством, с небольшим участком земли, с самыми разными культурами, даже животноводством занимались, всего выращивали понемножку. Ну, в общем, такой классический сельский бизнес. Это примерно было в районе 1985 года, и тогда было принято решение найти такую схему работы, которая позволяла бы получать больше прибыли и, соответственно, перейти на более прибыльные культуры. Ягоды оказались одним из таких решений. The big change, and I've put it on the slide, is 2013, where basically the company made the decision to become a 52 weeks or year-round supplier. And this is when the company started supplying directly to the supermarkets. And that was a big change of the company because that gave a lot of opportunity for growth. Но, пожалуй, самое значительное изменение в работе компании произошло в 2013 году, когда было принято решение, что хозяйство будет поставлять ягоду в супермаркеты на протяжении 52 недель в году и, соответственно, будет работать непосредственно напрямую с розничными сетями. Это потребовало достаточно серьезных перемен в самом бизнесе, но и позволило компании выйти на новый уровень. And just to explain this, even at the moment, so 25 years ago, if you're a farmer and you want to supply the market or the supermarkets, most of the production used to go to a market in London or some other big places. And then the supermarkets used to buy the fruit from the markets, which is like we've got in Bulgaria and I know you've got in Russia. И 25 лет назад это было достаточно иначе выглядел сам рынок. Те же самые сети, они привыкли закупать продукцию на открытых рынках фактически. Примерно так же, как это происходит в Болгарии, как это происходит в России. And then basically at that time, there was a few big companies, which we call them marketing companies, which realized that they can connect the growers with the supermarkets. And they've created these marketing companies, which were acting as a middleman between the farmers and the supermarkets. So what they were doing is they were buying the fruit from the farmers, packing it in central places, and they used to deliver to the supermarket. И тогда начали появляться первые компании. В Великобритании они называются маркетинговые компании, но по-русски, наверное, скорее торговые компании, которые приобретали продукцию у фермеров, у производителей, занимались ее сортировкой, упаковкой и уже готовую для розничной реализации продукцию, соответственно, поставляли в розничные сети. Until 2013, Chambers or WB Chambers Farms Ltd was supplying to supermarkets via a marketing company as well. And in 2013, we've realized that actually we need to be supplying directly to the supermarkets because it's better, it's easier, and we can understand each other much more. And there's a profit which is in the middle, which we can have partly ourselves and partly can go to the supermarket. И вот в 2013 году, до 2013 года WB Chambers Farms занималась поставками в такую торговую компанию, а потом приняла решение, что она может сама работать с сетями напрямую, что позволяет, в частности, получить вот эту вот дополнительную долю прибыли, которая оставалась у третьей стороны, у перекупщика фактически. И, соответственно, вот этот бизнес, он был выстроен. Yes, and basically from that point onwards, the growth of the company was very fast, very quick, and basically because we can hear directly from the supermarkets what they want, the company's invested a lot and has done a lot of work. Now we've got 21 farms, which are about an hour from the central place where I'm sitting, which is 1 hour from London. So we are in the southeast of England, Kent, which is the garden of the production in the UK. И вот с тех пор компания росла очень-очень быстро. Сейчас она управляет 21 фермой, в основном на юго-западе, на юго-востоке Великобритании, в графстве Кент. Это, можно сказать, такой сад для британцев, где выращивается основной объем как раз плодовой продукции.
They say here that this is the garden of England and the weather is the best. I'm not sure about it, but hopefully they're right. Yes, this is it's a good climate of where we can grow soft fruit. Регион называется Британским садом. Все британцы говорят, что тут очень хороший климат, с чем я, пожалуй, не соглашусь. Но, тем не менее, это, наверное, лучшее место в Англии для выращивания ягод. So again, this is just a good picture to see where number one is where I am sitting now, and this is the central office, which is a town called Maidstone, and you can see the green numbers and the blue numbers where it shows how far the farms are spreading, and all of these production farms are owned and controlled by WB Chambers Farms Ltd. Вот здесь на карте вы видите как раз отмечены все фермы, они отмечены циферками, все фермы, которые входят в WB Chambers Farms. Номер 1 – это центральный офис, где я как раз нахожусь, цвет фермы, цвет вот этой отметки на карте обозначает расстояние до центрального офиса, ну, то есть вот синенькие они подальше, зелененькие поближе, но это вот все производственные площадки компании. And very simplistically, what happened in the last 20 years is some of the farms, little farms stopped and we rented the land. Tim Chambers bought some other farms as well. So it's as far as the expansion is concerned, what we've done is we've either rented some other farms or bought more land and invested in a new land as well. So you can see how the company started from number one and expanded to all the other production sites. И вот это вот развитие компании в последние годы, оно как раз заключалось в основном в том, что приобретались новые фермерские хозяйства, арендовалась земля, открывались фермы. И таким образом от одного первого фермерского хозяйства удалось вырасти до 21 и серьезного торгового бизнеса. We have a very good location. You can see Dover and Eurostar. So we're virtually 40 minutes from crossing with France, and we are 45 to an hour from London. So a very good location for bringing fruit in, for growing and supplying a lot of people as well. Ну и компания также очень хорошо расположена с точки зрения торговых путей. Во-первых, всего 40 минут дороги до переправы во Францию. Примерно 45 минут, может быть, час транспортировки продукции до Лондона. Соответственно, вот это вот местоположение, оно позволяет очень быстро поставлять продукцию на основные рынки сбыта. And we'll talk about it, but just to give you an overview, so WB Chambers is a combination of, we grow in the UK, which is all the farms you see here. We buy fruit from other countries, from Morocco, Spain, Peru, Chile, Argentina, Holland, and around the world. And at the same time, we provide a packing service. You can see the buildings where people can bring stuff and we can pack it and deliver. And then we've got our own transport company as well, which we can collect fruit from everywhere and deliver to the supermarkets as well. So it's almost 4 different businesses which are part of the company. Ну и фактически компания состоит из 4 разных бизнесов. Это выращивание ягод, это импорт ягод, поскольку нужны 52 недели в году поставок. Это импорт ягод из самых разных стран. Это и Марокко, Испания, Перу, Чили, Аргентина, другие страны. Это упаковочный и сортировочный цех, который также оказывает услуги по упаковке и сортировке. И это собственный транспортный бизнес, собственная транспортная компания. Which is basically, when we talk about the UK, England, again, we try to vertically integrate everything. So if you look at this, we start with growing our own plants, we grow the fruit, we harvest the fruit, we pack it, and we deliver it. So Chambers is almost a vertically integrated business from start till the end. So we can start from plants and we can deliver into the supermarket.
Ну и говоря об успешном бизнесе в Великобритании, чаще всего мы говорим об интегрированных, вертикально интегрированных компаниях. Соответственно, мы делаем все, начиная от выращивания растений, от размножения растений, выращиваем, собираем урожай, пакуем, поставляем. То есть вот всю цепочку производства делаем у себя внутри. Again, very important, we've got partnerships in Spain. So we don't own farms in Spain, but we work with the grower, very close connections. So not only we buy fruit, sometimes we grow with people from Spain and Morocco as well. So there is a different collaborations which we use to make sure that we can bring the fruit from around the world as well. Ну и если взглянуть на международное сотрудничество, то это не просто приобретение ягод, это именно партнерство с испанскими, с марокканскими компаниями, которым мы помогаем расти, а они поставляют нам необходимую продукцию. Соответственно, это не просто бизнес внутри Великобритании, это именно международная работа. And again, we are part of producer organizations like a cooperative in UK, because that's the only way we can get subsidy from the government. And we work with other growers as well together to make sure that we have enough fruit for the supermarkets as well. Еще для того, чтобы получать субсидии, чтобы получать государственную поддержку, в Великобритании нужно являться участником кооператива. Соответственно, мы сотрудничаем с другими производителями, совместно выращивая и поставляя продукцию. Again, being a soft fruit company, and this is thing, we employ a lot of people. So in the peak of the season, we've got about 2,000 workers which are working in the UK, and this is for mainly harvesting and packing all the strawberry, raspberry, blueberry, and all the products which we're producing. Но и для того, чтобы работать в ягодной отрасли, вам нужно очень много персонала. В пик сезона в компании работают до 2000 человек. В основном они занимаются сбором ягоды, сортировкой, упаковкой, поставками. Все это количество нужно для того, чтобы ягодный бизнес двигался и рос. And I'm sure it's not a surprise for you, but British workers are very small amount. Maybe 5% of the workforce is British or local workers. Majority of the workers are coming from around the world. So historically used to come from Poland, Slovakia, Bulgaria, and Romania. And now a lot of the workforce is coming from the STAN countries, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, and then we've got Moldova and a lot of other countries as well. So the workforce is coming from all over the world. Ну и, наверное, ни для кого не сюрприз, если мы говорим о сезонных рабочих в Великобритании, то только примерно 5% из них являются британцами. Все остальные приезжают из других стран. Традиционно это были всегда Польша, Словакия, Болгария, Румыния. Сейчас очень много сотрудников приезжает из так называемых станов, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и также из Молдовы. В итоге в хозяйстве формируется такая интернациональная команда. And basically, again, you can see some examples at the bottom. Most of the workers are coming through agencies, which they find the workers, they prepare all the documentation, we employ them directly, and the company is part of a lot of schemes like Stronger Together, Wider. You can see this to make sure that the workers are treated well, they live well, and we are looking after them at the same time, which is really important for the company. Ну и вот здесь на слайде справа вы видите логотипы агентств, которые помогают хозяйствам находить сотрудников, оформляют документы, занимаются всеми необходимыми формальностями, но и они же следят за условиями работы сезонных рабочих, проверяют, как о них компании заботятся, в каких условиях они живут, все ли их права соблюдаются. С такими компаниями каждому хозяйству приходится работать для того, чтобы обеспечивать себя рабочими руками. And this is really important as well. 98% of the people live on the farm in caravans. It's like a mobile houses. So we have to look after them
where they live. We take them to shopping. We basically, the company is not only the work, but it's living as well. So when somebody comes from around the world, we show them where to live. We look after them virtually from day one until they leave the company as well, which is quite a big job for us. Ну и примерно 98% от всех сезонных рабочих, они живут непосредственно на фермах, живут они в так называемых караванах, то есть в мобильных домах, и о них заботятся, их вывозят, например, в магазин, если им это нужно, обеспечивают их питание, проживание, то есть вот все необходимые нужды. И в целом для фермерского хозяйства это большая и сложная работа. Вот обеспечение жизни сезонных рабочих. And here, my next slide is just to give you an example. So 400 hectares is in production out of 750, and without plums and asparagus, apple and pears, everything else is under plastic. We call it a Spanish tunnel, but it's a glass house, Spanish tunnel, and a different structure. So you can see all the different crops and the hectares and the tonnages we grow. Вот на этом слайде перечислены все культуры, которые мы выращиваем. Под этими культурами из 750 гектаров занято 400. И практически все эти культуры, они выращиваются в туннелях. Здесь это называется испанскими туннелями, в отличие от обычной стеклянной теплицы. Ну, в общем, практически все, кроме слив, спаржи, яблок и груш, растет под укрытием. Company, the biggest product is raspberries, and we purposely wanted to grow raspberries because they're the most difficult crop. And you can see we produce 3,300 tons, which is nearly 30% of the UK production. Самая большая для нас культура – это малина. Мы фокусируемся именно на ней, потому что обычно говорится, что это самый сложный для выращивания вид урожая. И, соответственно, здесь можно иметь хорошую долю рынка. Всего WB Chambers Farms выращивает 3300 тонн малины в год, и это примерно 33% всего британского рынка. And at the same time, we grow strawberries, blackberry, cherries, blueberries, because again, we supply directly to the supermarket, and when they make an order, we can supply all the soft fruit together. So the company is growing different crops to make sure that we collaborate in everything with the supermarkets. Помимо малины мы выращиваем также и другие ягоды, землянику садовую, ежевику, голубику, черешню. Делается это для того, чтобы иметь возможность поставлять в сети весь необходимый им ассортимент продукции. And just to give you an example, strawberries, we are very small as a company. UK produces about 100,000 tons of strawberries, so we are only 4%. Blackberries, its chambers is maybe something like 15%. Cherries, we are very small, maybe 10%. So basically, except raspberries, in all the other products, we are small percentage of the total production in the UK. Ну и для примера, практически по всем остальным культурам наша доля на рынке значительно меньше, чем по малине. Например, для земляники садовой мы производим примерно 4000 тонн. Это около 4% всего британского рынка. В случае с ежевикой примерно 15% занимаем, в случае с черешней около 10%, ну то есть вот до трети рынка малины никакая другая культура у нас не дотягивает. And another reason why we grow so many different crops is, which is very important, is we're trying to keep the labor all the time, and only with one crop we can't do that. So sometimes we choose to grow different crops, because when there is a gap in the production cycles, we can fill the labor with different work. Because again, people are coming here for 6 months, and we have to provide work for them for as long as possible. So this is one of the reasons as well why we grow different crops, different sites, different cycles, to make sure that we fill the labor requirement at the same time as supply the supermarket. Ну и еще одна причина того, для чего выращивать так много разных культур, это необходимость занимать сезонных рабочих на протяжении всего периода времени.
Они приезжают работать в течение 6 месяцев, и мы должны предоставить им работу каждый день из этих 6 месяцев. Соответственно, подбор культуры ягодные, неягодные подбираются таким образом, чтобы заполнять какие-то пустоты в графике работ для каждой другой культуры. И вот именно это позволяет, собственно, обеспечивать трудом всех принимаемых рабочих. So we'll start with asparagus and rhubarb, which is going to be the earliest crops here, maybe in March, harvesting and selling. And then April, we'll start with strawberries in the UK. And then May, we'll start with raspberries. And the company will keep going until middle of December with heated and glasshouse strawberries and raspberries as well. Начинается для нас сезон поставок примерно в марте месяце. Тогда мы собираем спаржу и сельдерей. Это наши самые ранние виды урожая. Потом переходим к землянике садовой, к малине. А заканчивается сезон в декабре, когда мы собираем землянику и малину из теплиц и отапливаемых туннелей. Again, just to give you a good example, and this slide shows you, Chambers is an independent company, and we work with breeders around the world. So any variety which we can grow and we think fits our climate, and we can grow it. So we cooperate with a lot of different breeders, and this is just an example of breeders around the world, and we grow a lot of varieties. We've got a trial site with a lot of varieties as well, so we collaborate with a lot of people. Ага, ну и еще один важный момент – это то, что, являясь независимым фермерским хозяйством, мы можем выращивать сорта ягодных культур, которые выводят самые разные селекционеры. Вот здесь на слайде приведены те селекционные компании, с которыми мы сотрудничаем, сорта которых мы испытываем, отбирая наиболее подходящие для нас. Но это фактически селекционные центры, расположенные в самых разных частях мира. So we've got a trial site in Chambers, and this is maybe important for growers. So every year we've got about 60 varieties of raspberries and about 30 or 40 varieties of strawberries and different blueberries and blackberries. We trial varieties for 2 years. And after 2 years, if we like a variety, we go to half a hectare. And if we like it, then we can go to 5, 10, 15 hectares. So every variety which Chambers grows in the UK need to be trialed in the UK in our farms before we can make a bigger production cycle. У хозяйства есть своя собственная тестовая площадка, где испытываются те сорта, которые мы рассматриваем для выращивания. Как правило, ежегодно проходят испытания примерно 60 разных сортов малины, 30-40 сортов земляники садовой, ну и разного количества сортов других культур, голубики, ежевики и так далее. Если сорт успешно проходит испытания и нам нравится, мы начинаем выращивать его сначала где-то на площади около полугектара, потом переходим на большие площади, может быть 5-10 гектаров, и таким образом вводим новые сорта, интересные сорта в наше производство. My next slide, and this is just to give you a bit of an example, and numbers talk for themselves, but at the top numbers are money. So this is the commercial selling prices of different products. So if you look at this is 2023, from 1st of October until 29th of September 2024. This is for a year. So the selling thing for total berries, soft fruit, is about 1.8 billion pounds. This is the cost to the supermarkets. And then you can look at the bottom, strawberries are the biggest crop, nearly 50%, 840 million, raspberries is 360 million, blackberries 51, and blueberries 522 million. This is for the whole year. So this is how much fruit is sold in the UK, just to give you an example. That's for the whole UK fruit, not only That's for the whole. That's for the whole of UK fruit, not only UK, but this is selling to the whole through 52 weeks of the year. Yes. Oh, for your company only? No, this No. is for the total market. Sorry.
Ну и важный момент, если мы говорим о ягодном бизнесе, это деньги. Вот на этом слайде приведена табличка, отражающая размер рынка Великобритании для разных ягод. И сезон мы здесь берем с 1 октября 2023 года по конец, по 29 сентября 2024. То есть такой вот ну, специальный ягодный год. Да? Если вы посмотрите на эти цифры, то увидите, что общий объем рынка ягод составляет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов, ну, примерно умножаем на 120. И ниже приведены разбивки по отдельным ягодным культурам. And at the bottom, you can see the volumes in tons. So, for example, if you look at total berries, it's 227,000 tons. Strawberry, this is for the whole year. UK sells 139,000 tons of strawberries, 31,000 tons of raspberries, nearly 4,000 tons of blackberries, and 53,000 tons of blueberries for the whole of the year. Ну и если посмотреть на табличку чуть ниже, то там цифры приведены уже в тоннах. Соответственно, в Великобритании продается 227 с небольшим тысяч тонн ягод в общей сложности. Из них на землянику приходится 139 тысяч тонн, на малину примерно 31 тысяча тонн, на ежевику около 4 тысяч тонн, чуть-чуть меньше, на голубику примерно чуть больше 53 тысяч тонн. The good news from the slide is year on year, UK sells more soft fruit. So you can see at the where it says year on year growth, we are selling every year more and more berries, which is good for a company like ours because people are eating more soft fruit every year, and that's a good news. Ну и на что здесь стоит еще обратить внимание, это раз, два, три, шестой столбец, где показан рост к предыдущему году. И вы видите, что практически по всем ягодным культурам и по рынку в целом идет постоянный рост потребления, рост продаж, а это хорошая информация, хороший знак для таких компаний, как наша. And here, for example, we basically want to talk about the customer and what the requirement of the customer has from a company like ours. And it's just a few things I would like to mention on the thing. So everything we produce as chambers, it has to be connected to what the customer wants. So the customer is the most important thing for us. Ну и переходя уже к нюансам бизнеса, к нюансам адаптации технологий, обратим внимание на то, что в первую очередь речь идет о клиенте. Весь бизнес, он ориентирован на то, что наш клиент хочет от нас, какие сорта, сезоны и все прочее ему необходимы. So this is why we've got a lot of information about the sales and what is selling when. We have a lot of information about what the people like and don't like, demographic information, because, for example, the biggest customer we've got is the elderly population, the people which are above 60 years old buy majority of the soft fruit. So the company constantly look at information to make sure that we know what the future brings and where do we need to produce what varieties and what the customer wants. И поэтому мы ежегодно изучаем огромное количество данных о рынке, что продается, в какой период времени, в каких количествах. Очень внимательно следим за тем, что нравится и не нравится нашим потребителям. Тщательно отслеживаем какие-то демографические тренды. Ну, например, если говорить о ягодах, то в Великобритании основной потребитель ягод – это люди старше 60 лет. И, соответственно, нужно, во-первых, внимательно следить за их нуждами, смотреть, как меняется состав этой демографической страты, можем так сказать, да, и следовать за вот этими тенденциями. And of course, for us it's important, we try to be active and advertise and make sure that the younger people are interested in production. We need to understand what the younger people like and the older part of the population as well, because going forward,
they're going to be our new customers as well. So as far as we're concerned, not only Chambers, but the industry is trying to understand what people like and what can we bring to attract more customers. Ну и внимательно работать приходится не только со старшими покупателями, но и с молодежью, потому что они станут нашими клиентами в будущем. Соответственно, нужно следить за тем, что они любят, на что они обращают внимание. Наша компания, да и отрасль в целом, ведет довольно большое количество каких-то рекламных акций, мероприятий, которые посвящены именно взаимодействию с конечным потребителем. And I've put a thing there, shelf life, сроки годности. Shelf life is really important because when the customer sees the product and buys the product, because it's soft fruit, our biggest challenge is to make sure that when they buy it, they can hold it for 3 or 4 days without going wrong. Because you can have a good quality on the farm, but by the time we deliver and the customer gets it at home, we need to make sure that its quality is good and acceptable to attract the customer as well. So this is for us, again, every variety we choose, shelf life and lasting longer is really, really important. И я не зря вынес на этот слайд пункт сроки годности продукции, сроки хранения ягод. Это один из важнейших параметров для наших потребителей, потому что когда они покупают ягоду, они хотят, чтобы она у них дома могла пролежать еще хотя бы 3-4 дня. Соответственно, любые сорта, любые виды продукции, с которыми мы работаем, мы отбираем, исходя из этого параметра. И тщательно следим за тем, чтобы продукция выглядела хорошо и была хорошего качества не просто у нас на ферме, но и после необходимого периода хранения. And this is again just an example. It's a lot of information, but every customer we work with, they've got their specifications, which we know. They tell us what the parameters are of fruit size, fruit quality, what they accept and don't accept. And UK has a very strict quality management systems. So the demand of the customer is quite high, very, very high, and is getting higher by the years pass. And this is why the company has to be very focused on quality and what we can deliver. This is just an example of one customer and what we need to be looking at before we can supply raspberries in this case. Ну и вот здесь только один из примеров от одного из наших покупателей, от одной из сетей. Это требования по качеству продукции. Отдельно отмечу, что такие требования у разных сетей разные. И приступая к работе с каждым новым клиентом, мы должны очень внимательно изучить их требования и оценить, насколько мы готовы к работе с ними, можем ли мы снабжать их необходимым качеством продукции по размеру, по цвету, по всем остальным параметрам. Вообще стандарты качества в Великобритании для ягод очень высоки, и приходится с этим жить, с этим работать. And again, just an example, as a company, we have to plan 52-week supply. And just to give you an example, the supermarkets in the UK want every week the same amount of fruit. And as a company, our challenge is to make sure that we level the production in the UK. And if we can't supply from UK, we have to find the product in different countries. And this is just an example of different countries, the months of supply, and where we buy and produce all our crops. But the plan is we need to make every week of the year exactly the same. Но и работая с розничными сетями, вот так по-крупному, перед нами стоит еще одна большая сложная задача – это каждую неделю обеспечивать сети равным количеством продукции. То есть для розничной сети, для нее важно, чтобы поставки шли каждую неделю в одинаковом количестве. И, соответственно, наше планирование, оно становится довольно сложным, потому что мы должны, во-первых, подстраивать свою технологию выращивания
на наших фермах таким образом, чтобы стараться получать вот этот необходимый объем урожая каждую неделю, каждый день. И, во-вторых, добирать продукцию с других рынков, импортировать ее там, где не хватает. И вот примерно таким образом выглядит приблизительный график объема поставок из разных точек мира. It's not going to be surprised if I say that we never get it right, unfortunately. So we Ну, never здесь, get it наверное, right. ни для кого не сюрпризом будет то, что нам никогда не удается выдержать объем поставок равномерным полностью на 100%. Так не бывает. Yeah, and then basically, again, we want to mention a bit of the requirements of when we grow and how we do. So everything is starting with, like we said, with breeding. So the first and the most important thing is choosing the right variety before you start growing crops. Chambers is not an exception. We are exactly the same thing. Ну и переходя к следующему моментам, на которые мы обращаем внимание при выращивании, начнем, наверное, с вопроса селекции, вопроса сортов. Важно выбрать правильные сорта для производства, и здесь наше хозяйство не является исключением. Все фермеры Великобритании сталкиваются с одним и тем же вопросом. And like any other company, we try to extend the season as much as we can. And of course, we try to produce the best quality we can. And again, starting with the right variety, it's the most fundamental part of achieving that. Чтобы успешно работать с сетями, мы, как и любое другое хозяйство, должны обеспечивать максимально длительный период поставок продукции, в частности, с наших ферм, и максимальное качество. И здесь выбор правильного сорта играет ключевую роль. So as company, we've got tunnels, like I mentioned before, which is, we call them Spanish tunnel, which is basically just protecting from the rain. At the same time, we've got heated tunnels, and then we've got glass houses. And all of that is a part of the aim to extend the season. Для того, чтобы обеспечить вот этот длительный сезон выращивания, в хозяйстве применяются разные сооружения. Это как обычные туннели, которые просто защищают от дождя. Здесь они называются испанскими туннелями. Так и отапливаемые туннели, уже более капитальные сооружения, так и стандартные теплицы, стеклянные теплицы. И все это нужно для того, чтобы сезон сбора урожая получался максимально длинным. And then basically, again, not a secret, heating is a good way of extending the season, which we do. We do heated tunnels in a glass house. We use CO2, carbon dioxide, for increased productions. Lighting is used, not by our company, but people do lights inside the glass houses to, again, extend the season and increase production at the same time as well. Что еще используется для того, чтобы обеспечивать длительный сезон и равномерное качество? Ну, во-первых, это отопление. Мы используем его как в туннелях, так и в теплицах. Используется контроль СО2. Не в нашем хозяйстве, но в других используют и системы досвечивания для того, чтобы обеспечивать выращивание вовне сезонный период. And then a little bit later, you'll see a lot of slides, but I just want to mention we use ultraviolet for disease control, drones. Lately, we're using quite a lot of drones for shading, painting the tunnels, a lot of automation and precision irrigations, but I'll talk in more details a bit later, but we do a lot of different things to make sure that we improve and better the quality. О нюансах технологий мы поговорим немножко попозже, когда я покажу вам уже слайды, фотографии, видео. Но мы используем очень много технологических инноваций. Это и роботы, которые обрабатывают насаждение ультрафиолетом, дроны. Дроны используются, в частности, для нанесения затеняющих составов на туннели, для контроля происходящего с растениями. Все, что можно автоматизировать при выращивании, автоматизируется. В общем, оборудование стараемся использовать по максимуму, вместо того, чтобы делать все на глазок.
So again, I like pictures because pictures are easier to understand. Basically, this is how the raspberry growing used to be when I started working for Chambers. Open field, just like this. Я очень люблю использовать фотографии, картинки, потому что очень часто изображение дает больше информации, чем любые слова. Вот это выращивание малины в открытом грунте. Практически все производство малины выглядело таким образом, когда я только начал работать в компании. And of course, everybody knows the problem with this is you're relying on the weather, the climatic condition you can't control, quality is not as good as you want. When it rains for 3 or 4 days, the labor can't do anything. So all of this is brilliant, but basically makes it very, very difficult to control. And this is part of the issue. Это все замечательно, отличная технология выращивания, но при этом очень сложно контролировать ваш бизнес. Потому что погода вносит какие-то свои коррективы, все время что-то происходит непредсказуемое. Если дождь идет, например, 3-4 дня, то ваши сотрудники просто не могут выйти на плантацию и что-либо делать. И, соответственно, получается вот такой некоторый неконтролируемый хаос. But of course, it's the cheapest way to start, and it doesn't require a lot of capital investment. Но, конечно же, это самый простой, самый дешевый способ начать работу, потому что он не требует каких-то крупных инвестиций на старте. And now, unfortunately or fortunately, I'll show you a few slides where everything is becoming more controlled and quality is much better, but the things have changed a lot in the last 20 years. So the pictures you see here, this is how the raspberry plants start in Chambers. So we call this tips. So this is a small raspberry plant which is coming from a nursery, or we produce some of them ourselves as well. Ну и дальше на слайдах я покажу вам, как сейчас выглядит этот бизнес, что поменялось. Вот здесь мы начинаем говорить о том, как выглядят растения, которые мы используем для дальнейшего выращивания. Сначала мы получаем, наверное, это у нас называется мини-растения, да? По-английски это звучит как тип. Вот такие вот малыши, из которых потом выращиваются уже посадочный материал малины. So every year, Chambers, we buy or produce about 2 million of these. В нашем хозяйстве, в нашей компании мы либо приобретаем, либо сами выращиваем 2 миллиона таких вот типов. And then this is the interesting part as well. So 100% of all the raspberry growing in Chambers is done in coir. This is the coconut cuttings, which is coming from India or Sri Lanka. Ну и следующий интересный момент – это то, что 100% малины, которая выращивается в нашем хозяйстве, выращивается в кокосовой койре. Мы получаем вот такую вот нарезку кокосовых матов из Шри-Ланки. And basically they come in a 5 kilo bricks, which are compressed. And then what we do is, and this is just the pictures of, they're put with water, we expand them, and then I'll show you a few more slides where we fill the pots and we plant the raspberries in the pots as well. Кокос приходит в таких кирпичах спрессованный. Каждый кирпичик – это 5 килограммов. Потом он обрабатывается, расширяется, да, распушаем мы тут кокосовую пюре, наверное, with water expands, yes. When you put water, this is becoming bigger and bigger, and it becomes like a loose thing, yes. Мы замачиваем эти кирпичики в воде, и они разбухают, каждый из них становится таким вот большим и проницаемым. And just a little video, you can see when there is a water, and then after a while they just expand. So we put вот смотрите, вот идет полив, обработка водой, и эти кирпичи прямо растут на глазах. And then basically after that, the machine is making it loose on the, as you can see here.
И потом идет машина, и она их перемешивает кокос. And then when it's expanded, what it does is we put it in a machine, and then the machine fills the little pots. We call them pots. Кокос напитался водой, размешался, распушился. Дальше он с помощью специального оборудования помещается в горшки. It's very important that all of them are filled exactly with the same volume. Очень важно, чтобы в каждом горшке было одинаковое количество, одинаковый объем субстрата. And how large are the pots? So 4.7 liter. Каждый горшок – это 4,7 литра. Yeah. And then again, this is just part of the process, but you can see it's becoming very loose. It's like a soil, but very fine soil. This is what's happening. Ну вот эта вот машина, которая разрыхляет как раз кокосовую койру, и посмотрите, она становится как почва, как такая очень мягкая почва, очень воздуха- и водопроницаемая. Exactly. It's completely neutral. There is nothing in it. So everything after that needs to be put by us. So water, irrigation, fertigation, everything is done by us because it's like a neutral element as far as we're concerned. Ну и важно, что все, что взаимодействует с растениями, оно имеет такое природное происхождение, хотя все это мы контролируем при том, при всем. Да? Вот, Yes. мы используем кокосовый субстрат, воду, элементы питания. Все это дается растениям под нашим контролем, но все это является природными компонентами. And then basically the next stage is you can see we put the little plants inside the pot. So this is how the raspberry life started. So now the little plants are in the pot and there is an irrigation now and they'll start growing. Ну и вот маленькие растения помещаются в горшки, подключаются к системе ирригации и начинают расти. And how many plants do you put per pot? So it changes, but sometimes we put 2 plants, sometimes we put 3 plants, sometimes we put 1 plant. It depends on variety, depends on the time of the year, so it changes. Количество растений в горшке может быть разным. Иногда это будет одно растение, иногда два, иногда три. Зависит от сорта и от сезона. То есть мы это меняем в зависимости от обстоятельств. And again, just a few more slides, which you can see, but basically when they start growing, this is how the plants are looking on the next picture. So after a few months, they start growing and growing and growing. And then depending on the varieties, some varieties we plant and we crop in the same year, which I'll explain later. And some varieties we just grow and then we put them in the cold room and then we crop them the following year. Ну и вот так проводится доращивание, наверное, здесь правильнее был бы термин, растений. Некоторые сорта мы доращиваем и сразу же используем в производстве ягод. Некоторые доращиваются, потом помещаются в холодильник и плодоносят уже на следующий год. And this slide here is some of them. We collect a lot of plants at the end of the year and we put them in these wooden boxes. And then the wooden boxes go in fridge. And then we can keep them in the fridge for 4 or 5 months. And then we can take them out and we can crop them 90 days later. Ну и вот так выглядят растения, помещаемые на хранение. Они укладываются в деревянные ящики, помещаются в холодильник, где хранятся 4-5 месяцев, а потом вынимаются, используются для выращивания и примерно через 90 дней дают урожай. And again, this is just an example, but when the plants are small, you can see this is the picture. So this is like a month, 30 days after planting. This is how they look. Ну и вот здесь опять на картинках вы видите, как выглядят растения. Это примерно 30 дней после посадки. Вот такие малыши. Салих, and for storage, what temperature, what humidity do you have to use? Do you have to change temperature for winter storage of the plants? We have to, yeah, temperature is very important. So humidity we don't control, but temperature we're trying to store them minus 1.5 degrees Celsius.
Я задала вопрос про хранение растений в холодильнике, Салих отвечает, что влажность не так важна, они ее не контролируют, а вот параметры температуры критичны. Хранение должно проходить при температуре 1,5 градуса Цельсия, плюс 1,5. Э, Mi- Майнус, минус Minus, 1,5 градуса Цельсия, yes, простите, пожалуйста. yes. They're basically frozen. We want them frozen, so they don't do anything. They stay like that, frozen, -1.5. Yes. То есть фактически растения хранятся в замерзшем состоянии. Важно, чтобы они не развивались, и поэтому они вот минус 1,5 как раз замороженные. Yes. So basically, this is the fridge, and you can see in the fridge. So this is in the beginning, but slowly, it's very difficult to do -1.5 straight away. But when you put them in 10 days, 2 weeks time, they'll get to -1.5, and they are stored exactly like this in the fridge. Ну вот, собственно, как это все выглядит в холодильнике. Это самое начало хранения. До температуры минус 1,5 градуса растения доводятся не сразу. Это требует какого-то времени, примерно от 10 до 14 дней. Потом, когда температура достигнута, при минус 1,5 градусов растения хранятся. And then after that, all the cane or the raspberries, they go on the field, and this is maybe 45 days after planting in the summer. So you can see the cane from the previous picture now is on the field under tunnels and is growing. Ну и вот уже те растения, которые используются для выращивания ягоды. Здесь они постарше, это примерно 45 дней после посадки, уже помещенные в туннель для производства урожая. Now, this is an important slide. I'll try to explain this, and hopefully it's not going to be difficult for me to explain it. So, raspberries, you've got two types of raspberries. In England, we call them primer cane and flower cane. Ну и давайте немножко объясню про, собственно, малину, которая плодоносит на побегах первого года, и малину, которая плодоносит на побегах второго года. В Великобритании мы это называем примаканы и флориканы. So we grow both of them. We grow flower cane and primer cane varieties in Chambers. В хозяйстве Chambers выращивают и те, и другие. So flower cane, very simple. We plant in May, little plant. We grow it until October, November, and then collect it, put it in the fridge, and then we plant April, May, June, different timing to make sure that we can extend the season. С малиной, с сортами, которые плодоносят на побегах первого года, все просто. Мы их высаживаем в апреле-мае, доращиваем растения, убираем в холодильник, затем выбираем тот период времени, когда нам нужно обеспечить плодоношение, размещаем их и, соответственно, рассчитываем получение плодов, начиная с того момента, отсчитывая от того момента, когда они нам нужны. Very simplistically, if you plant a cane, 90 days later, you start cropping. So we are trying to all the time plant different times, different months, different weeks to make sure that we can produce a very level production. Если упростить, абстрагироваться от особенностей отдельных сортов, в целом, с момента, как вы посадили растение, через 90 дней вы начинаете собирать с него урожай. И, And of course, соответственно, для того, чтобы обеспечивать длительный период плодоношения, мы высаживаем наши растения малины в разные периоды времени, подбираем разные сорта, немножко меняем технологии выращивания, для того, чтобы потом у нас как можно дольше собиралась ягода. and of course, depending on the weather, can be 75 days or can be 100 days. It's never exact because you still rely on the temperature outside when you plant your plants. But that's just a general rule which we think about. Ну, конечно, зависит даже не только от сорта, зависит еще от погодных условий. Иногда это может быть и 75 дней, иногда может быть и 100 дней, если погода не благоприятствует. И, соответственно, вот эти прогнозы, они сбиваются. Но, тем не менее, считаем мы обычно 90 дней.
So on the primer cane, which is the other type of raspberries we grow, which is majority, most of the new varieties are primer cane varieties because they're coming from California or some of the South American countries as well. On the primer cane, again, we plant April, May, and we can start harvest August, September from the top of the cane. Так, я, наверное, немножко запуталась с переводом. До этого мы говорили про малину, плодоносящую на побегах второго года, про флориканы. А вот теперь примаканы, то есть наши ремонтантные сорта, которые высаживаются в апреле-мае и начинают плодоносить в августе-сентябре. What we do with this primer cane, with remontant varieties, is we crop the tops, which is going to be September, October, November. And then what we do is we cut the top, which is already cropped, and then we can put it in the fridge. And again, we can crop the rest of the cane the following year. Работая с ремонтантными сортами, мы собираем 2 урожая в год за сезон. Когда растение начинает плодоносить в сентябре, оно отдает урожай с верхней части побега, примерно за период с сентября по ноябрь. Эту часть мы обрезаем, оставшуюся часть растения помещаем в холодильник и потом собираем с нее урожай уже весной. Some of the cane we don't put in the fridge, we just leave it outside. And again, cut the top, leave it outside, and then next year starts again. So it's a different technology, different types to make sure that we can extend the season. Для некоторых сортов, в некоторых условиях можно даже не убирать растения в холодильник, а просто обрезать верхушку, оставлять растения на плантации и продолжать сбор урожая с этого же растения на следующий год. And some varieties, there is nothing to leave for the following year because we crop everything, and then we can cut completely, and we can start growing a new cane the following year as well. But it's different varieties, different quality, different decisions we make. Для некоторых сортов такая технология не работает. Мы собираем с них урожай полностью за первый сезон и тогда просто обрезаем растения под корень. Нельзя сказать, что есть какая-то одна технология, которая была бы пригодна во всех случаях. Каждый раз принимаются какие-то отдельные решения в случае с разными сортами, в случае с разными ситуациями, в случае с тем, когда нам нужна какая ягода. And then this is a good slide. This one and next one, just to show you, if we don't manipulate in the UK, this is how the production will look. So week 22, 23, this is May, and week 48, this is like November. So if you grow raspberries without manipulation, our company has to produce a lot of raspberries in June, July, no raspberries in August, and then a lot of raspberries September, October. Вот так выглядели бы поставки малины в Великобритании, если бы местные хозяйства не пытались смещать сроки выращивания. Вот это график с 22-й недели, это примерно май, по 48-ю неделю года, это примерно ноябрь. И, соответственно, мы бы получали основной объем урожая в июне-июле, потом был бы провал в августе-сентябре, и дальше урожай собирался, следующий объем урожая в октябре-ноябре. So this is why we do a lot of manipulations, and we collect and put a lot of canes in the fridges to make sure that if you see the blue lines, to make sure that we've got production in the middle as well. И вот именно для этого мы очень много работаем со смещением сезона, помещая часть растений в холодильник, работая с лонкейнами, для того, чтобы вот у нас появился вот этот вот голубой пик, да, вот здесь, и чтобы он расширялся. Of course, you're not surprised, we are not very good at it all the time, and depending on the weather, unfortunately, sometimes this doesn't work, but we are trying to level the production as much as we can. Ну, конечно, не всегда и не все нам удается, но мы стараемся вот этот вот сезон максимально сгладить, выровнять, прилагаем максимум усилий для этого. So again, similar story with strawberries. This is how we used to grow strawberries 25 years ago in England. Salih, before we go to strawberries, could we please answer a few questions that we received from our audience? Okay. Fine. Yes.
Коллеги, давайте, пока мы переходим к землянике, чуть-чуть остановимся, и я задам те вопросы, которые вы нам уже прислали. Прошу больше рассказать об отношениях с торговыми сетями. Кто больше проявляет инициативу сотрудничества? Как удается получить гарантию сбыта, чтобы планировать развитие фермы? Какие проблемы с торговыми сетями бывают? Could you please tell more about the cooperation with retail chains? Who is more initiative in this cooperation? Who is more demanding? How the farm can receive a guarantee that the product will be purchased in order to plan the development of the farm? And which problems do you typically face when you work with the retail chains? Well, the retails are difficult, full stop, in every country, and thus England is not an exception. So up until 3 or 4 years ago, and this might be a surprise for you, we don't have contracts which guarantees that the retailers are gonna buy what we produce. Работа с розничными сетями сложна в любой стране, на любом рынке. С этим наверняка сталкиваетесь и вы, с этим мы сталкиваемся в любой стране. Еще 3-4 года назад в контрактах с розничными сетями у нас не было никакой гарантии, что продукция, которую мы вырастили, будет розничными сетями в итоге выкупаться. And it was easy because the capital investment weren't as high. When we used to grow outside with no investment, if you don't sell, is not a problem. But in the last few years, the things are changing a lot in the UK. Но в последние годы ситуация меняется. Меняется она в первую очередь потому, что фермерские хозяйства, адаптируясь к запросам сетей с точки зрения качества, они вынуждены делать большие инвестиции в производство, капитальные инвестиции в необходимые сооружения, в необходимые технологии. Если ты выращиваешь ягоду в открытом грунте, у тебя нет таких больших затрат, и по какой цене ты продал урожай, продал, не продал, ну, не так критично. Если ты делаешь инвестиции в необходимое по качеству производства, это становится большим вопросом. So just to give you an example, a hectare of strawberry production in UK with tabletops is £150,000 per hectare, and raspberries is going to be £120,000 per hectare. Ну, вот, например, в качестве примера можно сказать о том, что стоимость закладки 1 гектара земляники садовой в туннеле на столах в Великобритании – это 150 тысяч фунтов. Сейчас, секундочку, умножу, чтобы не обманывать. То есть это примерно 18 миллионов рублей. Для малины эта же сумма составляет 120 тысяч фунтов, то есть примерно 14,5 миллионов рублей. So once the companies have to invest this type of money, now we need to have security to make sure that we can sell the product, of course. Ну и, конечно же, фермерское хозяйство, которое собирается вот инвестировать такой объем денег, ему нужно какое-то ощущение безопасности, что продукция, которую он вырастет, будет продана. And what's happened in the last 4, 5, 6 years is a lot of small farms are disappearing or they're stopping because it's difficult and they don't have the capital or they don't want to invest the money, and there is a consolidation. So there's some big companies which are getting bigger and the small companies are disappearing. So in general, the market is short. И 5-6 лет назад, опять же, в Англии началась такая тенденция, что небольшие фермерские хозяйства стали исчезать из отрасли, исчезать с рынка, консолидироваться, либо просто уходить в небытие. И, соответственно, это был такой некоторый шок для самой отрасли. And now, what is good news is now us Chambers and some of our supermarkets, we've got now a long-term agreement. So we've got a 5-year contracts, which we can renew every year, which gives us the security of production and hopefully gives the supermarket security of supply.
Ну и сейчас, по крайней мере, такие крупные фермерские хозяйства, объединения, как мы, пришли к тому, что у нас с розничными сетями есть контракт. Этот договор подразумевает пятилетний срок, но продлевается ежегодно. И он в нем отмечает, указано, какой объем продукции хозяйство должно поставить, но и какой объем продукции сеть должна выкупить. And now it's becoming more controlled, and there is a bit of security because now we can invest in the future with certainty that the supermarkets will buy the product, and hopefully supermarkets know that we're gonna supply in the next 4 or 5 years. So now it's becoming much more collaboration as opposed to just I'm gonna buy or not buy and nobody knows what they're doing. So I think the market is getting mature and it's getting a bit more collaborative and is different from what it was before. И вот такой пятилетний договор, он фактически позволяет хозяйству планировать свое развитие на 5 лет, будучи уверенным, что то, что оно вырастет, будет реализовано. И сети планировать свои продажи, свой объем поставок, соответственно, обеспечивая безопасность и одной, и второй стороне. То есть вот это сотрудничество, оно развивается и становится именно партнерским, не ставящим каждого участника этого взаимодействия в ситуацию, когда ты не понимаешь, купят у тебя или не купят, или будет поставка, или не будет. So it's changed and it's getting better, and now it's definitely collaboration. So on the question of initiatives are coming from us or from them. So for example, if we think that we're going to have a lot of production, we want to run a promotion, we can push and we can suggest promotions, we can make an initiative for that. Or if the supermarket thinks that they can sell more in a different time. So at the moment, we're working together. So I would say the initiative is coming equally from us and from them. So now we're a little bit more like partners, which trying to sell more production, which is definitely the future. Таким образом, рынок становится более зрелым, комфортным для всех участников. И вот это партнерство, задавали вопрос про то, кто проявляет инициативу. Сейчас можно сказать, что инициатива идет с двух сторон. Ну, например, если мы чувствуем, что у нас объем производства вырастет по той или иной причине, мы идем к розничной сети и говорим, давайте запустим какую-то промо-акцию, чтобы больше продавать. Если у сети есть ощущение, что продажи вырастут, опять же, по каким-то другим причинам, они приходят к нам и просят, чтобы мы увеличили поставки. И вот это вот партнерское взаимодействие, оно позволяет, оно делает работу легче и лучше для всех сторон. Yeah, I hope that helps or answer the question. Could you tell a little bit about the typical problems on working with retail chains? Typical problem. Well, of course, it's sometimes the biggest problem is communication. So unfortunately, sometimes they don't understand what we're trying to do, and we don't understand what they're trying to do. So just to give you an example, sometimes their quality demands are so high, and they're not interested in weather, in varieties, in what's happening, because they believe that we have to be able to supply every day exactly the same without change. And sometimes we don't understand what they're trying to achieve on their side as well. So challenges are communication, and this is the biggest problem I see. Ну, с моей точки зрения, я задала вопрос, настояла на ответе на вопрос по поводу того, какие проблемы обычно возникают при взаимодействии с розничными сетями. Салих считает, что самая большая проблема – это коммуникация. Когда сети не понимают, что происходит в хозяйстве не понимают, что просят сети. Ну, например, меняются погодные условия, меняется качество ягоды для поставки, а сеть настаивает на том, чтобы каждый день ягода была абсолютно одинаковой, стандартной и вне зависимости от того, с чем сталкивается производитель. Или когда в хозяйстве не понимают, какие задачи стоят перед розничной сетью, какие важные
факторы качественные им нужны в продукции. То есть вот самая-самая большая проблема – это то, что не слышат или не понимают друг друга. And of course, in like any normal businesses, the cost of production are going high. So from our side, we need more money, we need more thing, because otherwise we can't invest. And of course, on the other side, the supermarkets are trying to do more profit as well. So there's a constant fight between we need more money and they don't want to pay as much as we want them to pay. But that is, I don't think that's an unusual problem. That's a normal problem, because they want to buy as cheap as possible and we want to sell for as much as possible. And that is a challenge all the time. But again, it's communication, explaining and understanding. Ну и второй момент – это, пожалуй, момент обычный для любого бизнеса. У фермерских хозяйств растут затраты, и, соответственно, они хотели бы получать больше денег за свою продукцию. У розничных сетей тоже растут затраты, соответственно, они хотели бы приобретать продукцию по максимально низкой цене. И вот этот вот нюанс, что с одной стороны хотят продать как можно дороже, с другой стороны хотят купить как можно дешевле, он затрудняет взаимоотношения, но это нормально, наверное, для любых торговых отношений, возникает в любом случае. Okay, and the question about strawberries. Which both strawberries and raspberries. Which the neutral, let's say, remontant varieties do you mainly use for strawberries and for raspberries? So I'll give you, let's start with strawberries. So strawberries, we grow Molling centenary, which is the June bearer, we call it. That's one of the varieties we grow. And then we grow Jack Parlando, which is the new varieties. And then from Everbearers, which is the remontante varieties on strawberries, we grow Murano, which is an Italian variety. We grow Aurora Carima, which is Italian variety. We grow Price, which is a Californian variety. And we grow Favori and Floris, which is a Dutch variety. This is in commercial scale. On raspberries, we grow Cascade Gem. Sorry, may I translate it? Okay, sorry, yes. Because I'm getting lost in the varieties. What was the first one? Molling centenary. Molling centenary. Так, говоря про землянику, среди сортов короткого светового дня выращивается в основном сорт Morning Centenary. А если говорить о нейтралах, то это в первую очередь Мурана, Аврора итальянской селекции, Прайс, Yes. Карина калифорнийской селекции, Favori and Floris. и Флорис – это уже нидерландские сорта. Ой, простите, пожалуйста, из КСД сортов я еще не упомянула. Чак и Дарланда – это новые сорта. Jack and Parlando, yes, they're new varieties. They're like Molling centenary. They are June bearers, we call them, yes. Да, КСД сорта новые. Okay, let's go to raspberries. So raspberries, so let's start with Floricane. So early varieties of Floricane we grow Cascade Gem, which is like a Floricane variety. And then we grow all the other varieties we grow are Primacane, they're Remontante. So we grow varieties like Yana, maybe they've heard the name, maybe they haven't. We grow still Glen Ample, which is like a very old variety in the UK. And then from the other varieties, Molling Bella, which is a British variety. And then we grow Plant Science, Californian varieties. We've got Majestic, Nobility, Endurance from those varieties. Then we've got a lot of Italian breeders we work with. We grow Amelia Rossa. We grow Easy Rock, Easy Star, which is an Italian variety as well. And then we're trialing a lot of new varieties, of course, but
Dolce Vita, Dorotea, which are Italian varieties, Sequoia, which is I don't know which country the breed is from, but we grow about 13 commercial varieties. So quite a lot of varieties we grow. Что касается малины, то выращивается в коммерческом объеме свыше 30 сортов разных. Если говорить о летних сортах, о флориканах, то это в первую очередь каскад-джем, практически все остальные сорта — это уже ремонтантные сорта. Это такие сорта, как Яна, например, старый, но эффективный сорт Glen Ample, сорта итальянской селекции, Easy Rock, Easy Star, Easy Rock, Easy Star, Dolce Vita, Dorotea. Dorotea, сорт Sequoia, вот Салих не знает, какого он происхождения, британские сорта Molin Bella, Plant Science, Majestic, Mobility, Durance — это уже калифорнийские сорта. Yes. What I can do as well is, I don't mind, I can maybe after that I can give you a list of varieties. If you want, you can pass them to whoever needs the information. I don't mind that. I can find a list of different varieties and what we grow as well. That's not a problem for me. Just to say. Oh, this would be perfect. Yeah, Салих готов поделиться списком сортов. Мы его потом выложим обязательно. Спасибо вам большое. Thank you so much. Так, и еще вопрос пришел, при каких температурах хранятся саженцы малины в холодильнике. Но это мы с вами уже поговорили. Минус 1,5 градуса Цельсия. Okay, these are all questions for the moment. Oh, one more, sorry. You were talking about some farms that are using lighting to prolong the season. Yes. Yes, But yes. you decided not to use it. What are the reasons for this decision? Well, cost is the biggest reason, of course. It's costing too much money, and because we've got an import company as well, we think as a company that sometimes it's better to bring fruit from other countries where it's cheaper than actually trying to produce it in the UK. So we believe that sometimes to try to manipulate in your own country is costing too much money, and there is no value in doing that. Ну и еще вопрос, почему такие хозяйства, как Chambers, например, не используют досвечивание при выращивании ягоды? И Салих объяснил, что поскольку они являются и производителями, и импортерами, они посчитали, и дешевле вот в тот период времени, когда нужно досвечивать, дешевле привозить ягоду из-за рубежа. Иногда попытка вырастить все у себя в одном месте оборачивается лишними финансовыми затратами, и в этом нет необходимости. Соответственно, слишком высокая стоимость досвечивания отпугивает от этой технологии. And of course, people do it, but the market is small because the price is very high, and the people which want to buy that is not a massive market. So we believe that that is like a niche market. That's a special market, and as a company, we don't do it. Конечно, есть потребители, которые хотели бы получать местную ягоду на протяжении всего года, но здесь речь идет о небольшом количестве покупателей и о таком нишевом рынке. Соответственно, объем этого рынка, скорее всего, невелик, цена на продукцию там, да, выше, но в хозяйстве приняли решение этим не заниматься. Okay, let's go back to strawberries. Yeah, so basically, again, very similar. I'll try to go through, but that is the history, or this is how it used to be in UK 25 years ago. Ну что ж, теперь приходим к выращиванию земляники садовой. Вот здесь такая традиционная фотография традиционного выращивания земляники, то, как это было 25 лет назад в Великобритании. And basically now, pretty much everything is grown like this. So maybe 90% of all the strawberries are grown on tabletops. So we call them tabletops, which is above the ground, in coconut cuttings. And basically the farms are looking a little bit like this.
Сейчас примерно 90% выращивания земляники в Великобритании выглядит вот таким образом. Ягода выращивается на столах, в кокосовом субстрате, вот примерно так. Of course, there is some companies in the UK which are doing glass house, not a huge amount on picture on the left, and some companies I know are trialing vertical farms as well. So they're trying to grow strawberries in a building with a proper lighting and stuff, but a relatively a very small percentage. Есть, конечно, и производители, которые выращивают ягоду в теплицах, полноценных стеклянных теплицах, вот как на картинке слева. И сейчас есть хозяйства, которые, ну, фактически экспериментируют пока с вертикальным выращиванием. Вот справа вы видите вертикальную ферму, здесь с чем-то листовым, салатом, наверное. Yes, this is so, but similar with strawberries, yes. Также примерно можно выращивать и землянику, но это пока, скорее всего, такие вот тестовые процессы выращивания на очень-очень небольших объемах. Но, тем не менее, такое выращивание тоже имеет место. And again, biggest problem is energy cost. So UK is not the place where you can justify investing a huge amount in heating and lighting because the price of production is going to be too high. And I don't believe that the market is that big to pay for this, at least at the moment. Здесь, конечно же, самая большая проблема – это стоимость энергии. Великобритания, она достаточно высока, и непонятно, есть ли рынок для ягоды, который позволил бы обеспечивать вот это вот удорожание продукции за счет высокого использования энергии на отопление и досвечивание. So again, very similar. This is just an open field, and you can see without plastic, all strawberries are grown in bags. We call it bags. And you can see the picture in the middle. It's a bag which comes from India or Sri Lanka with coir. And again, you put water and the bags expand, and then we plant inside the bags. Ну и вот стандартное выращивание земляники начинается вот с таких мешков с кокосовым субстратом, которые приходят из Шри-Ланки или Индии. Их распаковывают, размещают на столах, наполняют водой. Кокос, соответственно, набухает, и в него будут высаживаться растения. And again, this is just a few pictures, but tabletops, bags, we put the irrigation, water with calcium nitrate, and then the bags expands. It's just a few pictures to see the process, which is very simple, to be honest. Ну и вот здесь мы видим, да, довольно простой процесс. Мешки размещаются на столах, к ним подключается система ирригации, и все это начинает работать. Процесс достаточно прост. Again, just a picture where the bags are expanded and basically plants you see on the left are coming to us from Holland, Italy, Spain, different countries, and then the plants are planted inside the bag, as you can see on the picture. Ну вот субстрат наполнился водой, и высаживаются в него растения, которые приезжают к нам из Италии, Испании, Нидерландов, и размещаются таким образом на столах. You don't grow strawberry plants on your own, do you? We do, but very small amount. But this is something which we're looking in the future as cost saving because now it's becoming difficult. So we will grow more, but most of the plants we buy on strawberries. Сейчас, пока хозяйство закупает основной объем посадочного материала земляники, но небольшое количество уже выращивают сами и планируют переходить к собственному выращиванию для того, чтобы снижать затраты. And again, that's an example. This is not us. This is a company in Holland. This is how they grow the strawberry plants, and we buy from a lot of companies in Holland. And this is on one of the visits. You can see this is how the strawberry plants look. They're good quality this year, actually. So we're very pleased. This is a picture from November, and you can see strawberry plants, which is looking like this.
А вот эта фотография не из хозяйства Чемберс, это как бы фотография из Нидерландов. Это как раз те растения, которые потом поедут на ферму для высадки. Фото было сделано в ноябре 2024 года. Качество посадочного урожая достаточно хорошее, и поэтому фермеры смотрят на сезон с достаточным оптимизмом. Again, very, very simplistic, but basically all the plants are in a cold store. They collect them in November, December. They put them in a cold store, -1.5. And when we receive them here, they're frozen, virtually like the raspberries. Ну, и это тоже замороженные растения, которые обычно, собирают в ноябре-декабре, помещают в холодильник, в те же самые -1,5 градуса Цельсия, и они в замороженном виде, в виде фрига приезжают уже в Великобританию для, закладки плантации. So something very interesting, we still plant some bare rooted Мгм. strawberries, but majority of the strawberries in UK we plant are in pots. So we Мгм. call them like this. So majority of them are in pots. And of course we buy 3 different types: small pot, Мгм. medium pot, and a big pot. And depending on when we want to plant, depending on how we want to do the profile. So this is why we change different type of plant to make sure that again we level the production as much as we can. В некоторых случаях все еще используется рассада фрига с открытой корневой системой, но все меньше и меньше. Практически все, производители земляники Великобритании переходят на, посадочный материал в виде треев. И закупаются растения в виде, маленьких мини-треев, средних треев и больших треев для того, чтобы, опять же, высаживая их, по определенным расчетам, подбирать, сезон плодоношения. And То it's есть, да, чем крупнее растение, тем раньше оно, плодоносит, и, соответственно, вы можете собрать подстроить, высадку растений под тот сезон, сбора урожая, который вам нужно получить. Thank you. That's exactly what I was trying to say. Is the bigger the plant, the first crop is very big, and then the second crop is smaller. And a smaller plant, you've got a small crop in the beginning and a big crop at the end. So all of this is part of making sure that the level of production is the same all the time. И здесь получается, что чем, больше растения, тем раньше оно начинает плодоносить. Потом, если совсем мини-треи брать, то они сначала дают маленький объем урожая, в первую волну, и потом с каким-то перерывом большой объем урожая уже в конце сезона. И, таким образом, манипулируя подбором, стандарта посадочного материала, вы можете обеспечить, равномерный сбор урожая на протяжении достаточно длительного периода времени. So again, in Chambers, we try to we are planting from middle of January until middle of March, and then hopefully we'll be cropping from beginning of April until middle of November strawberries. И, соответственно, вот в нашем хозяйстве мы производим высадку, земляники, начиная с середины января и заканчивая серединой марта. И планируем собирать урожай примерно с середины апреля по середину ноября. Yes. Э, Правильным образом подобрав, размер растений и, период высаживания. And again, there was part of your questions, Irina, strawberry bag, which I call here. We use the strawberry bags for 2 years. So we plant the strawberries, we crop them for 1 year, then we take the plants out, and then we use the same bags for another year. As you can see in the picture Мешки с here. кокосовым субстратом можно использовать на протяжении 2 лет. Именно это мы и делаем у себя в хозяйстве. То есть мы берем мешок, высаживаем в него растения, потом в конце сезона растения удаляем, мешок храним и производим высадку в него же на следующий сезон, на следующий год. So many years ago, we used to use the plants for 2 years, but now majority of the producers in the UK, including Chambers, the strawberry plants is used only for 1 year because it's safer, it's a better quality. We don't have to worry in the winter about looking after them, and then we use the bags for 2 years. Even though saying that, now a lot of people are thinking of changing the bags every year as well.
it's becoming a factory farming. It's like everything is new every year. You crop it and then you start again. Скорее всего, в будущем мы и сами мешки будем использовать на протяжении одного сезона. В прошлом растения использовались по 2 года, но мы сейчас пришли к выводу, что это неэффективно с финансовой точки зрения, и, соответственно, меняем растения ежегодно. Дальше будем и мешки менять каждый год, и практически подходим вот к такому заводскому методу выращивания земляники, когда новая деталь каждый раз используется, ну, как бы заново. And sorry, one of the main reasons, of course, in the UK is the labor costs are so high, it's costing so much that actually trying to manipulate and keep the plants and take the leaves off and take them out, put them in, grow them in the winter. Sometimes when you put the numbers together, they don't work very well. So we're thinking that with rising of labor costs and the wages, it's going to be cheaper to do new plants with better quality and security of supply every year. И одна из причин такого перехода – это растущая оплата труда. Дело в том, что если мы пытаемся там выращивать растения на протяжении 2 лет или что-то еще использовать 2 года, это требует дополнительных операций. Ну, например, вам нужно обрезать листья, обрабатывать каким-то образом растения, перекладывать, хранить и так далее. То есть если посчитать затраты на эти операции, получается, как правило, что они невыгодны. And again, labor, which is one of your questions, Irina, and to be honest, labor is a big problem, which is not a surprise. So problem is availability, which is everywhere. And to be honest, when we go around the world, every country has a problem with available labor. And of course, the other problem is cost. So we are no difference. Availability and cost of labor is a big challenge for producing in the UK. Ну и в самом начале при подготовке этого вебинара я задавала вопрос, что делают для привлечения рабочей силы, как справляются в условиях дорогой рабочей силы. В принципе, Салих отмечает, что, пожалуй, рабочая сила – это одна из наиболее ключевых проблем производителей ягод Великобритании. Во-первых, ее доступность, во-вторых, ее высокая стоимость. И с этой проблемой приходится бороться практически на протяжении всей работы хозяйства. And just to give an example, our labor cost per year is about 46 million pounds. Ну вот, например, в компании WB Chambers затраты на рабочую силу за год составляют порядка 46 миллионов фунтов стерлингов. And the problem is, like raspberries, 60% of the cost of raspberry production is labor. И, например, для земляники Садовой 60% себестоимости производства этой ягоды – это стоимость рабочих рук. So this is why we pay a lot of attention as a company to labor, and we try to make sure that we get people coming year after year. Even though they're seasonal workers, we want them to come back to the company. So we try to look after the people very well all the time. Именно поэтому обеспечению хозяйства сезонными рабочими уделяется очень большое внимание. Это большая часть работы менеджмента хозяйства. И в частности, мы стараемся привлекать одних и тех же сотрудников, чтобы они приезжали к нам на работу ежегодно. Хотя они и приезжают на какой-то сезон, но нам важно, чтобы они вернулись на тот же сезон следующего года, например, с тем, чтобы они уже работали эффективно. And just to give you an example, a new worker is 25% less effective than an old worker. Потому что новый сотрудник, не имеющий опыта, он примерно на 25% менее эффективен, чем сотрудник, который уже умеет делать эту работу. And we already spoke about it, so we're trying to attract people to come back to the company. Training is a really important part of the business, so we spend a lot of time teaching, training, making sure the people can work better. We're trying to extend the season to make sure that the people stay for longer and the company is attractive to them as well.
And then we spoke about it, the tabletops growing a better quality and different varieties, again, is part of the company aim to reduce the labor in growing crops. Хозяйство очень много работает над тем, чтобы удерживать сотрудников, создавая им комфортные условия для работы, комфортные условия для жизни, привлекая их всеми возможными способами, обеспечивая обучение на практике, в теории, стараясь, чтобы люди стремились приезжать в хозяйство снова и снова, но и также обеспечивая комфортные условия труда и большую отдачу от каждого человека. Например, переход выращивания на столах, подбор сортов, выращивание ягод соответствующего качества. Это все тоже влияет на то, как люди работают в хозяйстве, как они к этому хозяйству относятся. And I just want to give one example. If the raspberry size and weight, if the raspberries are 4 gram or 5 gram, 1 gram difference is 25%. So if the pickers need to pick a raspberry, they better pick 5 gram, not 4 gram raspberry. So this is where varieties growing is really important, because they do the same movement, but they can pick 25% more only by having a better varieties and a bigger berries. Говоря о сортах, вот простой пример. Если у нас вес ягоды 4 грамма, и если 5 граммов, 5-граммовая ягода на 25% больше 4-граммовой. То есть получается, что сборщик, совершая одно и то же действие, собирает на 25% больше ягод за каждое движение. И, соответственно, подбор сортов – это важный момент обеспечения и эффективности, и комфорта работы сотрудников. Again, this is just an example, but hopefully gives you a thing. When I started working for the company, the minimum wage was £3.70, £4, say £4 per hour. And now it's costing £12.20 per hour to employ a person in the UK. And this is the table of minimum wage, which companies need to pay for the workers in the UK. Ну и вот важность организации эффективной и комфортной работы для сотрудников хорошо демонстрирует эта табличка. Это минимальный уровень оплаты труда в Великобритании. Когда Салих только начал работать в хозяйстве, оплата составляла 3,7 фунта за час. Вот 2000 год слева, да? Сейчас это 12,21 фунта. За 24 года рост оказался почти больше, чем трехкратным. И, соответственно, хозяйству нужно каким-то образом обеспечивать возврат этих денег. And just to say, I'm sure you agree with me, the price of the fruit hasn't risen 3 times, unfortunately. So basically, the company has to make efficiencies, varieties, organization to make sure that we stay in the business, because the supermarkets are not paying us 3 times more, that's for sure. They're paying us similar amount of money like 20 years ago, and everything needs to come from saving better crops, better quality and organization. Pretty much. Здесь важно сказать, что цена реализации ягоды в более чем 3 раза за этот период времени не выросла. Те же самые розничные сети платят почти столько же, сколько они платили 20 лет назад. Соответственно, это хозяйству приходится стать в 3 раза более эффективным в своей работе для того, чтобы продолжать вести эффективный и прибыльный бизнес, обеспечивая качество ягоды необходимое, соответствие всем требованиям и продолжая выплачивать все эти зарплаты. But just to give an example, we used to grow strawberries 25 years ago outside on open field, and the yield per hectare was 15 ton. And now the company produces strawberries in tabletops, which is 60 ton per hectare with tunnels. So the yield, the size of berries, the quality of the berries is improved dramatically in the UK.
Ну и если говорить об увеличении эффективности фермерских хозяйств, то, например, 20 лет назад выращивалась земляника в открытом грунте, и средний урожай был где-то 15 тонн с гектара. Сейчас на столах, в туннелях средний урожай порядка 60 тонн с гектара, и это более качественная, более крупная ягода. Соответственно, все эти вложения, они были сделаны как раз в обеспечение эффективности, урожайности, прибыльности бизнеса. And again, I'm sure you're not going to be surprised, but the company is constantly looking for automation and different ways of saving labor. And again, this is just the pictures, but I can go from the top to bottom. You can see the drones, which are going to be more and more in chambers. On the left, you can see a machine for biocontrol. So this is a machine which puts the phytocillus and ambulocillus, the little spiders, to control the bad things. And again, on the right, you can see the UV robots, which are completely independent, and then they drive twice a week every strawberry to make sure that we control powdery mildew on the strawberries. And in the middle, you can see the blueberry packing machine, which are basically all of these technologies are really important and coming into the business to save labor and improve quality. Ну и вот на этой картинке, на этом слайде вы видите все те примеры механизации, автоматизации работ, которые, наверное, ни для кого не секрет. Каждое хозяйство старается искать, внедрять в максимально возможных объемах для того, чтобы минимизировать затраты на ручной труд, на работу. Вот слева наверху вы видите дроны, занимающиеся обработками, и они будут использоваться в ближайшее время все больше и больше. Ниже это машина для внесения средств биозащиты, то есть, соответственно, энтомофагов для борьбы с вредителями. Справа, в правом нижнем углу, это робот, роботизированная система, которая обрабатывает ягоду ультрафиолетовым излучением для борьбы с мучнистой росой. То есть 2 раза в неделю по месту произрастания каждого растения проезжает вот такой робот и проводит обработку. Ну и по центру слайда мы видим линию автоматизированной упаковки ягоды. And again, for example, we talked about planning and what is important for any business, and nothing different to our business as well. So every year and every time before we start doing something, we look at exactly the same thing. And basically, location is really important. So we've got 21 farms. And again, we know that some places are better for growing different varieties and some places are not good for different varieties. So again, everything starts with location, and analyzing the location, the water, the microclimate is really important. Ну и дальше давайте остановимся на том, что, пожалуй, самый важный элемент эффективного производства – это соответствующее планирование. И здесь нужно построить такой план, который будет идеально работать и учитывать все моменты. Первый параметр, на который стоит обратить внимание – это местоположение хозяйства и те условия, которые есть в нем. Ну, например, вот у нас есть 21 фермерское хозяйство, которое выращивает ягоду, и мы знаем, что определенные сорта в определенном месте растут лучше, другие хуже. Это особенности микроклимата, воды, почвы. Все, что связано с выращиванием, это нужно знать и понимать заранее. Exactly, and the start of the slide is I like the thing is failing to plan is planning to fail. If you don't plan well to start with, then the results are not going to be good, and this is really important. So before you start doing anything, and this is from experience, you have to analyze and plan every little detail, because every detail is very important for the future. Ну и одна из моих любимых фраз – это «неудача в планировании означает запланированную неудачу». Как только что-то
не учитывается, не просчитывается изначально, скорее всего, можно говорить о том, что в итоге все пойдет не так. То есть нужно учитывать каждую мельчайшую деталь, планировать ее в самом-самом старте, в начале своей деятельности, и только такое подробное планирование обеспечит, результат в будущем. We already talked about location, choosing the right varieties. It's very important, which is the next thing. Quality of plants, it's a big challenge for every company, the same for Chambers. And this is why sometimes we grow our own plants or we buy plants from different propagators to make sure that we spread the risk as well. Ну, давайте пройдем дальше по списку. Дальше выбор правильного сорта, и мы много, своего внимания уделяем этому, тестируя сорта, в принципе, подбирая наиболее эффективные. Следующий момент — это качество растений, которые мы, высаживаем для выращивания. И это, пожалуй, большая головная боль для всех фермерских хозяйств. Здесь мы, пытаемся минимизировать риски, выращивая свои собственные растения, закупая обязательно растения от разных, питомников, для того, чтобы, опять же, распределить риски, если в каком-то одном питомнике всплывет какая-то проблема. Этот пункт, требует большого внимания. And again, not a secret for anyone, water quality is very important because plants are growing with water, climate, and then of course you need to analyze all the resources. Do you have enough labor? Do you have enough finance? And all of these things. So planning is really crucial for growing soft fruit, and especially when we talk about investment of 150 or 120,000 pounds per hectare, you need to analyze every little detail before you start the growing process. Ну и дальше необходимо планировать, куда будет продаваться ягода, есть ли вода достаточного качества, соответствует ли климат, и, конечно же, ресурсы, финансы, рабочая сила, будет ли хватать всего необходимого для обеспечения производства в дальнейшем. И вот каждую эту минимальную деталь нужно учесть для того, чтобы эффективно вкладывать вот эти 150 тысяч, 120 тысяч фунтов на каждый гектар, и понимать, что эти деньги принесут в дальнейшем отдачу. And again, I've mentioned that we've got a trial site. One of the reasons why Chambers invested in trial site many years ago, we visited Italy and we looked at the variety which looked fantastic, raspberry variety, and we decided to plant 5 hectares without trialing in the UK, and that was the biggest disaster we've ever had. The raspberries weren't a very good quality, and then that was the realization of the business that before you choose a variety, you need to understand whether the variety fits your climate, your water, your growing techniques. And this is why for Chambers it's really important. We don't grow any variety until we see it in our climate and in our farm. And that is a lesson we've learned, which was very expensive many years ago. Ну и важный элемент вот этого планирования — это собственный испытательный участок, где мы проверяем все сорта. И здесь тоже приведу пример. В свое время, посещая Италию, мы встретили один из сортов, который очень понравился. Его сразу же закупили, высадили на 5 гектарах. Это была самая большая проблема, которая вообще когда-либо случалась в хозяйстве Chambers. Потому что этот сорт оказался очень низкого качества в наших условиях. С тех пор мы никогда не выращиваем никакой сорт, не высаживаем никакой сорт в промышленных объемах, пока он не проходит испытания на вот этом вот сортоиспытательном участке. And again, this is part of the technology which we spoke about, and maybe just what just looking on the top of it. But again, the selection of the varieties and the plants, propagation, different constructions, substrate, irrigation, biology, machines, drones. So all of these things are part of the technology which the company is using to make sure that basically we improve the growing process or
we make it easier, or we can extend the season. But again, just to summarize, at the moment, very simplistically, if something can be done by a machine and automation, we are looking at it and we want to invest in it, because labor availability and costs are growing in such a big scale that in the future, the only way the company can become stay profitable is going to be by investing in automation and technology in order to keep the production cost at the level where we can be profitable. Ну и давайте подойдем к технологии выращивания, как одной из тем нашей сегодняшней беседы. Элементы технологии выращивания – это практически все, что применяется на плантации. Начиная от выбора сортов и процесса селекции, качество посадочного материала, применяемые конструкции, субстраты, оборудование, методы защиты, механизмы, оборудование, дроны и так далее и тому подобное. И фактически все эти элементы, опять же, должны быть просчитаны, должны испытываться. И здесь обратим еще внимание на то, что в текущих условиях любой процесс, который может быть механизирован, автоматизирован, компания обязательно должна рассмотреть эту возможность, попробовать ее и просчитать, потому что это залог дальнейшей эффективности. I want to give one good example. So the company uses 600,000 cubic meters of water per year. Ну, например, один из примеров – это то, что компания использует 600 тысяч кубометров воды в год. Now, most of the crops are grown with sensors inside the crop, and we've got computerized system to control the irrigation. Сейчас практически на каждой культуре используются сенсоры, которые размещаются непосредственно в насаждениях и позволяют контролировать ирригацию. And just to give you an example, before we started using computers, we were using nearly 25% more water and fertilizers than what we're using now. И вот эти сенсоры, они позволяют нам использовать на 25% меньше воды и удобрений, чем мы использовали до того, как внедрили эту систему. Because unfortunately, the computers are more exact than humans, and they do exactly what they're told all the time. Ну, в частности, это связано с тем, что компьютеры, они, увы, значительно более точны, чем люди. И они каждый раз делают именно то, что им назначено. But of course, this requires a lot of capital investment. So you have to invest a lot of money in better irrigation systems, in computerized irrigation, in sensors. But in the long term, this is definitely the right thing to do, because without exact irrigation and saving of water and fertilizer, there is no future for the business. Но, к сожалению, это, опять же, довольно большая инвестиция, потому что все эти приборы необходимо закупить, установить, обслуживать. Но на длительном промежутке времени это, во-первых, окупается, во-вторых, приносит, в конце концов, начинает приносить деньги. И на самом деле, если говорить о будущей финансовой эффективности компании, то без такой системы его невозможно обеспечить. Хотя и необходимо приобретать сенсоры, необходимо вкладываться, получается, в более умный растворный узел для того, чтобы он мог управляться этой системой. Ну, то есть это вложение, но это и возврат вложений в будущем. And again, I like pictures, as I said, but you can see basically on the top left is a sensor which measures water, measures the humidity, measures temperatures. At the bottom is something really important, which measures electroconductivity and pH of water and substrates. We've got now
in the company chlorophyll measurement tools, which are measuring the chlorophyll level in the plants and how they operate. And on the bottom right, this is very interesting as well. We work with a company, they've got cameras in some of the crops, and they're measuring the bees, the bio diversity and the pollination and everything like that. So all of these technologies, again, are part of improving quality and making sure that we can control the environment and grow better crops. Ну, вот здесь примеры различных сенсорных систем, которые мы используем. Слева наверху вы видите метеостанцию, которая измеряет количество осадков, влажность, солнечное излучение, температуру. Внизу датчик, который замеряет электропроводность, pH и влажность субстрата. Сверху справа прибор, позволяющий замерять уровень хлорофилла. А внизу датчик, это мы работаем с отдельно специальной компанией, которая позволяет проводить такую оценку. Они замеряют количество опылителей и биоразнообразие насекомых-опылителей для того, чтобы просчитывать качество опыления. Just to give you example, that's an interesting one for you actually. This is a new technology. So the bottom picture for pollination and biodiversity, which you're looking at. So this camera counts a number of bees, flies, different insects which are visiting the flowers. And at the end of the year, we can see how many bees, how many flies, how many different type of insects are visiting the flowers during the pollination. And what we now know that honeybees are the most important thing for pollination. So for example, we buy a lot of bumblebees as well, but this is giving a fantastic information to understand what is really happening in biodiversity in the plants as well. And now we've got data which we can see different time of the year, different time of the day, depending on humidity and temperature, what is happening with bees and insects and how they interact with the plants. И вот этот вот прибор, который показывает опыление и биоразнообразие, опять же, справа внизу, это тоже очень интересный пример. Он фактически позволяет считать насекомых, которые прилетают на каждый цветок на протяжении времени. То есть он считает всех практически крылатых насекомых, и затем, замеряя результаты, мы можем понять, какие опылители в каких количествах действуют наиболее эффективно. В частности, мы вот сейчас сделали выводы, что при опылении земляники садовой пчелы дают значительно лучший результат, чем шмели. И вот эти измерения, они дают нам возможность прогнозировать ситуацию с урожаем. Salih, and in which extent bees are better than bumblebees? For example, when it comes to fruit quality, for example, we are finding that actually the plants which are visited by more honeybees, we've realized that the quality of the strawberries was better. Of course, this is based on this year, and honeybees are much more effective. They visit the flowers more than the bumblebees. So in this particular field, for example, here we had a lot of bumblebees and we had a lot of honeybees, but the flowers were visited much more from the honeybees than the bumblebees. The bumblebees were a bit lazy, especially this year. We don't know why, but that was the finding of this experiment, definitely. Я задала вопрос, чем пчелы оказались лучше, чем шмели, и ответ таков, что качество ягоды потом на тех растениях, которые в большей степени опылялись пчелами, чем шмелями, получается лучше. Но и в целом пчелы чаще посещают цветы, шмели как бы более лениво себя ведут. И в итоге получается, что работа пчел по опылению, она оказывается более эффективной. Can we stop on this slide for a few more questions, please? Absolutely, yeah. No, that's fine. Yeah.
Well, one of the question, could you please tell the name of this piece of equipment, the sensor, to measure pollination? So this is, we work with a company called Alumbria. Lumbria? Alumbria. Again, please, I'll send you after this any questions which requires a bit more exact thing. I don't mind, I'll share the information with you. So I can give you the name of the company. It's a startup, it's something which we are developing between us and the company. And it's relatively new in the UK, but I can share the information. But it's called Alumbria, and you can look on internet as well. And they do a lot of different insects and stuff, but this is really interesting information for us as a company. Задали вопрос, что за прибор используется вот для замера опыления. Компания, которая этим занимается, называется Аламбрия. Это фактически стартап, который сейчас развивается в Великобритании. Chambers работает с ним всего 1 год, но очень интересную информацию уже удалось получить. What results do you get from measuring chlorophyll? So for example, we can see photosynthesis. So it's not on the picture here, but for example, photosynthesis, we've got another camera which is measuring live photosynthesis of the plants, but that's not, we don't think that's 100% developed just yet. So chlorophyll is important because we now measure different varieties on a weekly basis and different stages, and we're trying to understand, depend on the chlorophyll levels, of how healthy the plants are and how much they're growing and how the plant is developing. So at the moment, the chlorophyll, this is quite a new technology as well. We've got an internal agronomist and we're trying to understand the healthy plants and how they grow and in what conditions. So that's why we are measuring the chlorophyll, because in theory, that's a good example of how the plant grows and is it healthy or not healthy. But again, it's something which is not like you can plug it straight away. You need to develop it yourself. But we are measuring, what we are finding is very interesting. Different varieties have a completely different measurement, even though they are planted at the same time, at the same growing stage. Вопрос задали, зачем измеряют хлорофилл. Я попросила на него ответить. И Салих поясняет, что это тоже новая технология, которую только испытывают. И сейчас в компании есть свой собственный агроном, который проводит эти испытания. Он выверяет соотношение между уровнем хлорофилла и степенью здоровья растений. Но на самом деле выводы там пока неоднозначные. В частности, один из моментов, к которому пришли, это то, что разные сорта земляники садовой имеют разный уровень хлорофилла в листьях, просто как сортовую особенность. И, соответственно, необходимо более глубокое изучение этого вопроса и разработка уже подробной методики. То есть вот все, что касается подобных сенсоров, такого оборудования, вопрос же не только в том, что нужно померить, нужно понять, к чему это измерение ведет, какой результат оно дает. Это, наверное, один из таких вот важных нюансов. And do you do leaf analysis of the plants? Do you Yes, test so leaves? every field is pretty much analyzed every 2 weeks. So we do leaf analysis, we do coir analysis, water analysis constantly, and every variety again is different. We do recipes. So maybe this is important. I'll start from there. In the beginning of the year, we analyze the water. So every water source we've got, we analyze it with all the elements and what's in the water. And then what we do is we work with a company. They do a recipe. So when we start growing, in the beginning, it's a start recipe, and then it's a growing recipe and a cropping recipe. And basically, it's a different fertilizers. So potassium, calcium, nitrogen, we mix that. And every 2 weeks, we measure the elements in the plant, in the water, in the substrate. And then every 2 weeks, we can adjust the recipes to make sure that the plants are getting a maximum amount of elements. So it's a 2-week measurement of water, substrate, leaf,
and then we can adjust the recipe to make sure that we grow the plants better. Вопрос про листовую диагностику, делают ли ее, как часто и каким образом. И действительно, листовую диагностику делают ее каждые 2 недели. Но вопрос не только в листовой диагностике. Каждые 2 недели замеряется, ну, все, что связано с питанием растений на плантации. В самом начале сезона, только заходя на площадку, высаживая растения, в хозяйстве проводят измерения состава субстрата, воды и, соответственно, растений. В соответствии с этими измерениями рассчитываются рецепты питания. Создается 3 рецепта. Стартовый, рецепт на рост растения и рецепт питания во время плодоношения. А затем, за счет того, что каждые 2 недели, опять же, измеряется состав субстрата, состав воды и проводится листовая диагностика, эти рецепты корректируются с тем, чтобы обеспечить растениям максимально правильное питание. То есть вот каждые 2 недели измерения, каждые 2 недели адаптация рецепта под то, что усваивают либо не усваивают растения. Salih, and do you do all the analysis internal or do you use some site laboratory? No, we use site laboratory, but this is one of the things which we want to invest in. We want to invest in our own laboratory because, again, cost and timing is not very good at the moment. Сейчас, опять же, в хозяйстве пользуются услугами сторонней лаборатории, куда отправляют образцы, но в дальнейшем есть план инвестировать в создание и развитие собственной лаборатории, потому что не очень довольны, ну, во-первых, с тем, чтобы сократить расходы в будущем, а во-вторых, не очень довольны сроками проведения анализов, которые может предоставить поставщик. Few more questions. May I ask them now? Yeah, please, don't worry. It's good. You were showing bags with cocoa substrate for strawberries. And how large is the bags? Are they 18 liters or some other size? No, it's bigger. It's 1 meter, 1 meter length, 15 centimeter wide, and 10 centimeters deep. And how many irrigation needles do you use per bag? So that's a very good question. We use 7, but some people use 5, some people use 4. We use 7 because we want to make it equal and make more precise irrigation. Так, вопрос. Сколько мешок на 18 литров или больше? И сколько капельниц и с каким выливом на 1 метр? Мешок, наверное, больше. Его размеры 1 метр на 15 сантиметров в ширину и на 10 сантиметров в высоту. И используют 7 капельниц. В некоторых хозяйствах используют 4-5 капельниц. Но в Chambers приняли решение об использовании 7 для того, чтобы более равномерно обеспечивать поступление воды и питательных веществ к растениям. За счет большего количества капельниц это достигается. What is the capacity of each needle? 1.2 liters per hour. И какой вылив у капельницы? 1,2 литров в час. Did you try the neutral variety called Hademar? Yes, Hademar. Hademar. Yes, Do you like it? No. I'll tell you why. It's a good yield, but actually the fruit was dark, and in England they don't like the dark fruit because they think it's old. Вопрос, пробовали ли сорт земляники Hademar и какие отзывы о нем? Пробовали, но сорт не пошел. Урожайность была хорошая, в принципе, все в порядке, но ягоды сорта Hademar очень темные. А покупатели в Великобритании темную ягоду не любят, потому что им кажется, что она перележавшая. One more question.
when you store raspberry plants as long canes, if you store them longer than 4 or 5 months, as you explained, do you lose the quality of the plants? Yeah, that's a very good question. So just to tell you, we work with a Spanish grower in Spain, and the longest we've stored cane was, so we've collected the cane in November, and we stored it until October the following year. And then we planted it in October in Spain. And then he started cropping them in middle of January. And yes, unfortunately, some of the plants didn't make it. So some of the plants dry, there was dead plants, there was a problems. But the technology of storing is getting better. And we call this long-term storage. And I think it's improving, but there's all the time risk. The longer you store, the more problem you've got with quality of the plants. That's 100%. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, насколько падает качество ланкейна в зависимости от срока хранения? Вы сказали, что храните 4-5 месяцев, это максимум возможный, или просто больше не надо? И ответ, который прозвучал, собственно, о том, что качество ланкейна действительно падает при длительном хранении. Но вот самое длительное хранение, которое было у Chambers, точнее у их партнеров в Испании, это хранение перед высадкой с ноября по октябрь, то есть получается 11 месяцев. В октябре растения были высажены, в середине января начали плодоносить, и, увы, это действительно серьезно повлияло на дальнейший рост растений, были выпады, не все растения пережили такое хранение. Соответственно, чем дольше вы храните, тем больше растение теряет свою силу, свои возможности. Окей. Well, everybody is asking for the name of the company for pollination census. You'll send me the text, okay? I'll send you the thing. Yeah, that's okay. I'm not surprised, by the way, because this is an interesting. I think pollination is a very important part of growing fruit. 100%. I can see that. I'll send you the name. Don't worry. Приходит много вопросов о том, как же точно называется поставщик оборудования для измерения опыления. Салих обещает обязательно прислать название, мы его опубликуем. Понимает, что да, опыление – это очень большая, важная часть вообще производства качественной ягоды. Salih, and few more questions about the machines. Will you show more machines later in the presentation? Yes? I think yes, I'll show. But again, just to say, after the presentation, I don't mind any questions you've got about details. I can share details with you, and hopefully you can pass the details. So I'm very open about it. If I've got the information, I can share the information. So anything I don't answer now, we'll keep in touch, and hopefully I'll be able to provide you the information. Yes. Так, у нас еще довольно большой пласт вопросов по оборудованию, которое применяется на плантации, но, по-моему, мы посмотрим его в презентации чуть-чуть попозже. Давайте мы тогда к этим вопросам вернемся ближе к концу. И еще важный момент, Салих обещает продолжать отвечать на ваши вопросы и после окончания вебинара. То есть, если что-то конкретно интересует, пришлите нам вопросы, мы их обязательно зададим и уже в текстовой форме перешлем вам ответы соответственно. Okay, let's go further. Yeah, so again, this is just an example. So Netafim, it's an Israeli company. I'm sure everybody is aware. So most of our irrigation rigs, so this is the control for irrigation. It's a very effective, very good system. And basically most of the fields in Chambers are controlled by a system like this. So here we can adjust, we can program different field, different water regime, different fertigation. And this is just an example of irrigation rig. So this is a computer which controls the water, the fertilizer, I pressed the thing of most of the stuff which we use in Chambers, yeah. Ну,
Собственно, возвращаясь к ирригации, важная часть правильной системы ирригации и фертигации — это автоматизированный растворный узел. В хозяйствах Chambers обычно используются растворные узлы израильской фирмы Нетофим. Наверное, все их знают. И здесь вот качество работы растворного узла, оно глобально сказывается на всем, что происходит дальше на плантации и на качестве продукции. Again, this is it's called Saga. I don't mind sharing the information. So we use this year 80% of all the strawberries chambers growth will be done with the robots. So this is the ultraviolet robots. They do they drive themselves. It's completely autonomous. They do twice a week. They need to work in dark. So it needs 4 hours complete darkness before the things finishes. And basically, this is for controlling the powdery mildew. Very effective system. Firstly, is a bio system, so you don't have to use a lot of pesticides. And secondly, it's a very good control as well. At the same time, what we're trying to do now is, I'll show you a bit later, we're trying to connect this system with another system where there will be cameras on the system, and when they drive the strawberries, there will be filming, and then we can count the number of flowers, the number of berries, the quality of the plants, the health of the plants. So this is going to become a really important part of growing fruit in the UK, in my opinion, and in the world, maybe. Вот это тоже, можно сказать, новинка среди применяемого оборудования. Этот робот называется Сага, и сейчас применяется уже на 80% насаждений земляники садовой, которые выращиваются в хозяйствах Chambers. Он проводит обработку растений ультрафиолетом. Ему для этого нужна темнота, 4 часа полной темноты, да, для того, чтобы проводить обработки. И вот каждое растение земляники обрабатывается таким способом 2 раза в неделю. Twice a week, correct? Yes, twice a week, yeah. Это позволяет бороться с мучнистой росой, с грибными заболеваниями. И сейчас в хозяйстве стараются совместить эту систему. Да, это полностью получается биометод, который позволяет сократить применение пестицидов, в частности. И сейчас в хозяйстве это оборудование стараются совместить с еще одной системой, разместив на нем камеры, которые позволяют считать цветы, завязи, ягоды и визуально оценивать здоровье растений, что, соответственно, позволит давать более полную картину потребностей в обработках, прогнозировать урожай. И вот эти вот 2 системы в совмещенном виде станут дополнять друг друга фактически. And I just gave a few examples. Of course, like everything else with technologies, you need to have the right fields, then you need to have the infrastructure, the charging stations, the roads, leveling of the fields, then you have to have health and safety, making sure that people are safe and everything like that. So technology is brilliant, but there's challenges all the time when you have to do technology. But this is the future, definitely. Technology will be future for us. Этот робот очень удобен тем, что он полностью автономен, он сам по себе ездит, выбирает маршрут, все делает, но есть нюансы. В частности, для него нужно, чтобы на поле все было в идеальном порядке, вам нужно обеспечить одинаковый уровень, отсутствие каких-то неровностей, следить за тем, чтобы не было какого-то мусора, да, который может препятствовать его перемещениям, и также проводить инструктаж работников касательно безопасности и обращения с этими роботами, с тем, чтобы у вас не возникали какие-то несчастные случаи на плантации. То есть технологии — это замечательно, но они требуют определенного внимания и отдельной работы.
And again, we talked about drones. This is very new. This is the first year we actually bought 2 drones now in the Chambers company. Unfortunately, there is no a lot of approved pesticides for drones in the UK, so we can't use them for pesticide. This is picture not from us, this is from somewhere else, but we're using them for shading. So in the summer when it's very hot, what we want to do is July, August, we want to be able to go on the top of the plastic and then we want to shade. So we use a special mixture of shading which reduces the temperature and the damage from the sun, and hopefully this is going to become a little bit more and more important, because we believe in the next few years there will be certain pesticides which can be applied by drones and things, and this is going to again save labor, is going to be more precise, and again this is part of the future. We believe in Chambers that that's exactly what's going to happen. Следующий элемент технологии, новой технологии, которая применяется на плантации, это дроны. Сейчас уже приобрели 2 дрона, это такое новое направление для хозяйства Chambers. Увы, эта фотография, это не из хозяйства. Дело в том, что с пестицидами пока работать не получается. Очень мало в Великобритании есть пестицидов, которые были бы одобрены для применения с дронами. И, соответственно, те дроны, которые в хозяйстве есть, их используют для нанесения затеняющих растворов на туннели. То есть вот поверх туннеля в жару наносится, ну, нельзя, наверное, назвать это краской, да, специальная смесь, специальный раствор, который обеспечивает определенный процент отражения, рассеивания света, и его проще всего наносить как раз дроном. В дальнейшем, по мере того, как будет развиваться применение дронов, появится большее количество пестицидов, которые доступны применению, для применения через дронов. Эта технология будет применяться и таким образом. And of course, on the left, you can see, which I just put a few examples there, because it's relatively new technology. There is a lot of, you need a license, you need training, you need to follow certain rules. So it's still challenging. It's not easy. Firstly, the cost of the drone. Secondly, all the licensing, but we are working towards it, and it is happening. It's gonna come, I'm sure. Ну и здесь вот я вынес слева в текст вопрос сложности применения дронов. Дело в том, что их применение контролируется управлением гражданской авиации. Получается, что вам нужна лицензия оператора, нужно специальное обучение, и пока это все довольно сложно. Но по мере того, как применение дронов будет расти, соответственно, и вот эти все процедуры, они будут облегчаться и становиться такими, ну, более распространенными, да? Again, I've mentioned before, but this is just a better picture for biocontrol. So putting insect inside the strawberries and the raspberry crops. And just to give you example, normally before we used to do it by hand. People used to go and put a lot of biocontrol insects in the crops. Now 100% is done by the machine. Firstly, is more exact. Secondly, is cheaper, because a tractor can do 8 hectares per day with this machine. And then basically, thirdly, which is really important, is you can choose the right time. So now, because you can do it faster, you don't have to do it in the middle of the day when it's very hot. You can do it early mornings, late nights. So again, technology is really, really important, and it's helping a lot. So in this case, it's helping with better introduction, saving money, and at the same time, it's much more faster in doing the job. Вот здесь тоже пример машины, которая позволяет вносить энтомофагов, то есть вот технология биоконтроля на плантации. Раньше это делалось вручную, просто шли люди и рассыпали по растениям вот эти вот как споры энтомофагов, да,
Получалось, что вносились споры неровно, неравномерно, расход был выше, вносились достаточно медленно, вручную это довольно дорого делать. А вот такая машина, она позволяет обрабатывать, за день 8 гектаров. И, соответственно, вы можете заниматься, внесением в определенное время, потому что скорость довольно большая. То есть, например, вносить их утром, не в жару, избегая, периодов солнечной активности. Можно даже ночью это делать. Э, Четче контролируете, объем применения, расход этих самых энтомофагов, что позволяет экономить деньги. И, опять же, экономия на рабочей силе. То есть это все вам экономит время и экономит финансы. Again, so this is the example which I wanted to give. We work with a company, and I don't mind sharing the thing. You will see on the next slide. The name is Bitwise, and this is for forecasting. And we now do it with a tractor and a camera, which drives and does the forecasting. And we want to connect this technology with the robots. So when they drive on the strawberries, and again, we want to do ultraviolet on raspberries, they'll be able to do the filming and the driving on their own. So we don't have to spend extra money to do it. И вот это вот пример той технологии, про которую мы начинали говорить, когда говорили про роботы с ультрафиолетом. Это, оборудование, компания называется Bitwise. Она, позволяет, получать информацию о, количестве ягод, состоянии растений и так далее. Сейчас пока в хозяйстве ее испытывают, прикрепляя камеры к небольшому трактору, но в дальнейшем планируют оснастить ими, ультрафиолетовые роботы с тем, чтобы, получать эти данные, без участия человека, в принципе, и, за один проход. На следующем слайде мы сейчас увидим, как эта технология работает. Yeah, and again, this is really important. By the way, it's phenomenal technology because what the camera does is just a simple GoPro camera, and it counts the number of berries on every plant, and then we know if it's a pink berry, it's going to be cropped next week. If it's a green berry, it's going to be in 2 weeks. If it's a flower, in 4 weeks. So now we can do a very exact forecast. And forecasting is one of the most important things for a soft fruit company. If you know how much crop you're going to have in the next week, the week after, the week after, this is becoming a crucial part of the business. So this technology is really, really good. I think it's going to be a very, very used technology in the future. И, вот как работает эта технология. На самом деле, с точки зрения камеры ничего сложного, это обычно GoPro камера, но, важный момент — это последующая обработка информации. Соответственно, камера собирает информацию о том, где какие ягоды, они вычленяются, и дальше на основе этой информации мы можем строить достаточно точные прогнозы. Потому что если это розовая ягода, ее можно будет снять на следующей неделе, если ягода зеленая, то через 2 недели, если цветок, то через 4 недели. И таким образом, пройдя, и отсканировав плантацию, вы получаете очень точный прогноз объема урожая на будущее, что позволяет вам планировать поставки, работы, в общем, все, что с этим связано. And again, now we're building a database, different varieties. We're trying to connect it to temperature, not only days. So we're trying to connect all the data from climate, variety, location, and now we're trying to create our own internal forecasting models where we can know in the future how much kilos we're going to pick to a very exact levels, and this technology definitely is helping with that. И сейчас на основе этой технологии в хозяйстве стараются построить очень точную модель прогнозирования. Сюда подключают систему контроля температуры, влажности, развития растений
И в итоге пытаются создать очень точный прогноз того, сколько какой ягоды будет собираться на том или ином участке плантации и как можно повлиять на эти объемы. То есть вот эта вот модель, когда она будет построена, она позволит давать очень точные прогнозы и разрабатывать, прорабатывать возможности влияния на объем сбора урожая. And just a few examples, we grow blueberries, and this is a thing. We've tried it. We don't think the technology is there yet, but blueberry is one of the most easy crop to automate. So there's a lot of blueberry harvesting, and the company, we grow a lot of blueberries and we pack a lot of blueberries, so we use blueberry sorting machines. But we think that the sorting is really good. The machines are very good at sorting, but when it comes to harvesting, we've tried a few machines, but we're still not sure that we've got the right technology for harvesting. Part of the problem is it's quite a lot of waste, which we think is a problem, and then there's a lot of damage on the plants, at least with the machines we've tried. But we believe that blueberries is going to be maybe the first crop which can become a fully automated, from harvesting to packing, and then you can distribute. But we've tried quite a few of these machines now for the blueberry crops. Следующий элемент современной технологии – это комбайновый сбор ягод. Поскольку в хозяйстве выращивают много голубики, то комбайны на этой культуре как раз и испытывали. Но пока есть вопросы к технологии сбора урожая комбайновым методом. Скорее всего, ее необходимо совершенствовать, прежде чем она сможет эффективно использоваться. В чем проблема? Сортировка после сбора, она работает замечательно. А вот сам процесс сбора пока создает проблемы. Во-первых, очень много мусора собирается вместе с ягодой. И это проблема для дальнейшей обработки перед отправкой продукции. Во-вторых, существующие комбайны, а испытывали несколько разных моделей, пока, увы, довольно сильно повреждают растения. То есть, скорее всего, за технологией сбора урожая комбайновым методом будущее, но к этому будущему еще нужно прийти, совершенствуя саму технологию. Однако, если говорить вообще о автоматическом сборе урожая, то, скорее всего, голубика будет первой культурой, на которой этот метод будет активно применяться, потому что она лучше всего подходит под комбайновый сбор. And of course, I've just put a few examples, but the problem we have is you need to plan your fields so the machines can go in the fields, which is going to be a challenge because we never thought about it maybe in the beginning. Then again, the waste, and we need to understand the cost and the waste. These machines are not cheap, so it's going to be a capital investment, which we need to think about as a company. And of course, you need varieties, because some varieties they need to ripen quick at the same time in order to use the combines or the machines. So again, there's a lot of planning to be done before you can just buy a machine and start using it. So all of this needs to be taught before you start thinking about using automation as well. В общем, с комбайнами пока пробовали работать, но много проблем возникает. Как один из примеров, это необходима специальная организация размещения насаждений, достаточно широкие ряды, места для разворота комбайнов. А если мы говорим о голубике, то это культура, которая высаживается очень заранее, да, и в тот момент, когда закладывались насаждения, об этом не думали. Дальше это тот самый мусор и потери ягоды во время сбора урожая, что тоже нужно считать, и похоже, что эти потери оказываются достаточно велики с точки зрения экономики самого процесса. В общем, на данном этапе над комбайновым сбором урожая еще предстоит работать. А еще один момент – это сорта.
То есть нужно подобрать такие сорта, которые будут созревать совершенно одновременно все ягоды, пока это тоже не удается достичь. В общем, вопросов к технологии много. And did you try picking robots on strawberries? Yes, we have tried, but now we want to wait until somebody's find the right system before we can adopt it. So there's a lot of companies trialing that, but so far they're very slow, and we don't believe that in the next, say, 10 years that will happen unless the technology is really, really fast. So at the moment we are waiting for something to become ready before we can invest in it, because we've tried it, but it's a very slow process, a lot of capital, and at the moment we what's the English saying? We say we want to be early adopters and not pioneers. So we want to wait for the technology to be available to buy it before we spend money on trying to develop it. Задала вопрос про использование роботов для сбора урожая земляники. И Салих говорит, что их действительно испытывали в хозяйстве, испытывали довольно много от разных поставщиков, но пока, похоже, система тоже еще не работает. Роботы, получается, собирают урожай очень медленно и очень дорого стоят. То есть фактически хозяйство ждет, когда в технологиях в технологиях внедрения этих роботов произойдет какой-то прорыв, который позволит им стать действительно эффективными и в дальнейшем применяться при сборе урожая земляники. Но, скорее всего, этого не произойдет, ну, наверное, в течение ближайших лет 10. Если говорить о типах потребителей, то компания хочет быть таким потребителем, который занимается ранним внедрением, но не является пионером на рынке, то есть не испытывает все на себе. Они хотели бы прийти к этой системе, когда она уже будет иметь под собой такое вот твердое внедренческое основание. Again, just an example, but we've got 2 of these machines in Chambers for sorting blueberries. This is a brilliant technology. This is really, really good. So all the blueberries we harvest and we bring from around the world, they all go on the machine. It's again, it's cameras. They make picture of every blueberry. They can look at quality, size, color, defects. They can sort it, they can put it in a punnet. This is a really, really good technology. So I think here we are almost 100% automated on when it comes to blueberry packing. And this is an example of blueberry packing here. Ну, а вот пример автоматизации, который идеально работает, это сортировочные линии для упаковки голубики. В компании 2 таких сортировочных линии, и работают они практически идеально. Там оптическая сортировка, соответственно, сортировать ягоду можно по размеру, цвету, дефектам, ну, в общем, практически по всем параметрам. Работают идеально, выдают замечательный результат, заменяют кучу сотрудников и позволяют обеспечивать замечательное качество продукции. Вот эта технология уже находится, ну, можно сказать, на пике внедрения. Yeah, and there's a lot of different companies. You've got BBC Technology, Tomra, you've got Unitech, you've got Elifab. There's so many available products. So it's anybody who wants to invest money and's got the money to invest. It's a very easy, accessible thing. It's developed, it's working, and it's a really good technology. И довольно много поставщиков такого оборудования есть. Есть BBC Technologies, Tomra, Unitech, Elephant. Все решения работают, все стоят каких-то адекватных денег. В общем, эта технология точно рабочая. And again, there's a lot of technology now available. We've got it in Chambers, robots for instead of people, you can see they put the punnets in the right trays, packing lines, and this is just an example, but there's a lot of technologies coming lately, and I think this is become more and more important. And again, Chambers is investing in a lot of this because labor
exactness, everything like that. And this is again example of a really good technology, and we've got this robots in the company. Ну и упаковочные линии — это то, что активно внедряется, опять же, не создает никаких проблем. Это и автоматическая упаковка, и размещение упакованных пинеток в ящики, в тару для дальнейшей отправки. Это то, что робот делает точнее, чем люди, и получается дешевле, чем оплачивать эту работу сборщикам. То есть вот это то, что применяется, стоит, используется в хозяйстве активно и действительно необходимо. And again, you've asked a few questions about all of these things, but I think we've covered majority of these things. So one of the question was overwintering. This is the right thing here. In UK, overwintering or leaving plants for the second year is becoming less and less. So we are almost starting every year with a new plant and a new bag, and the main problem is labor and cost, because we think that overwintering or keeping the plant is becoming quite expensive. When it comes to climatic conditions, we don't have a problem with frost, for example, like maybe you have. So the climate here is pretty good. We don't have a massive problem with temperature. Even though saying that, and again, I want to give example, 2 years ago, we had -12 in December, and that was a big problem for strawberry growing in the UK. I know you think that I'm joking, -12 is normal for you, but -12 in the UK can cause problems as well. But we don't overwinter a lot of crops to kind of have the challenges maybe like you have in the UK. В вопросах, которые нам присылали заранее, было довольно много вопросов про предотвращение влияния каких-то негативных погодных условий, в частности, заморозки. Ну, вот про заморозки информация из Великобритании к нам вряд ли какая-то полезная придет в больших количествах. Дело в том, что с заморозками там практически не сталкиваются. Салих рассказывает, что у них как-то в декабре температура опускалась до минус 12 градусов Цельсия, и для земляники Садовой это была прямо огромная проблема для отрасли, ну, что в ситуации с российским климатом может быть немножко даже в какой-то степени смешно. Говоря о зимовке растений, все больше и больше хозяйств отходят вообще от самой идеи оставлять растения на зиму, стараются использовать их в течение одного сезона, потому что это показывает себя более эффективно. И, соответственно, вопросы зимовки, оставления растений на зиму, они все в большей и большей степени отходят. Салих, and what about raspberries? Do you also use raspberries only for 1 year? So what we do with raspberries, we grow the plant 1 year, and then we crop the tops, and then we leave it for the second year. So raspberries are 2 years, sometimes 3 maximum, and strawberries is only 1 year. Blueberries, actually, because we grow blueberries in pots, blueberries, the oldest blueberry plants we've got in the company is 23 years old. And they're in pots? They're in pots, 35-liter pots, yes. Yes, but blueberries, because they're hard plants, we've never had a problem with frost on the blueberries. You know, they're fine. But again, the temperatures in UK are nowhere near as hard as the temperatures you're talking about. So blueberries are long-term, cherries in the soil is a long-term, but raspberries maximum 3 to 4 years, and then strawberries 1 year. Ну, в общем, если говорить про землянику, то только одногодичный цикл выращивания. Для малины, как правило, двухгодичный, то есть собирают первый урожай с верхушки, обрезают, оставляют оставшуюся часть растений на весенний урожай следующего года, на летний урожай следующего года. То есть получается, ну, такой вот почти двухгодичный сезон, да. Есть хозяйства, которые выращивают малину
ну, до 3-4 лет, но это достаточно редкость уже. А если говорить про такие более крупные растения, например, голубика, черешня, то да, их выращивают на протяжении многих лет, но опять же в Великобритании не сталкиваются с заморозками. Вот, кстати, если говорить о выращивании голубики, то в хозяйстве Chambers голубика выращивается также в горшках, в 5-литровых горшках. Не, А, 35 литров. Ой, сори, в 35, sorry. 35 35-литровых liter, yes. горшках. Yes. Я очень удивилась, да. И самые старые растения, которые есть в хозяйстве, им уже 23 года. И они в этих 35-литровых горшках себя все еще неплохо чувствуют. Yeah, so it's pretty the climate here is pretty good for all the winter, and that's why we definitely don't have a big problem with that. Ну, вот климат Великобритании, он достаточно мягкий, поэтому вопросы морозов каких-то глобальных сложностей не создают. Yes, and basically that's me. And if you've got some questions, happy to answer more questions. But hopefully this is kind of a little bit of overview of I've tried to put together. Ну, вот фактически тот обзор технологий, которые сейчас применяют британские хозяйства. Если есть еще какие-то вопросы, мы на них ответим. Так, что нам еще по вопросам прислали? Ну, практически про все мы уже рассказали. Which equipment do you use for plant protection for strawberries? So we've got sprayers. Sprayers. Yeah, Yes. we've got sprayers. Again, I can send you a picture of the sprayers. We made them. They're made in the UK. It's a special sprayers, and they go on the top of the plants, 5 rows or 6 rows. Yeah, so it's just a sprayer, but it's quite a good sprayer because there's a lot of air movement and circulation and stuff like that. But they're built in the UK, so we've got a local company which does the equipment for strawberry spraying. Вопрос, при помощи чего проводят обработки в ягодных туннелях? Используют опрыскиватели, специальные опрыскиватели для туннелей, которые подстраиваются, соответственно, под количество рядов в туннеле, то есть 4 ряда или 5 рядов. Это опрыскиватели британского производства. Салих, опять же, обещает прислать марку и фотографию. Основная их задача — обеспечивать правильное распределение потока жидкости и воздуха при опрыскивании. И вот именно по этому критерию выбирают опрыскиватели в хозяйстве. Окей. There is an interest to the sense of chloroplasts, but I there can is send you. To be honest, after this, any questions you've got, I'm happy to share the information. Yes, that shouldn't be a problem. В общем, тоже попросим Салиха прислать нам в итоге марку и что же это за приборы такие. Коллеги, я еще, наверное, обращу ваше внимание, что у нас в программе конференции «Ягоды России» в Сочи стоит доклад про реальное применение механизации и роботизации на ягодной плантации. И там Александр Шелободов будет рассказывать про те сенсоры, датчики, приборы, методы обработки информации с помощью того же искусственного интеллекта, которые доступны нам здесь, в России. Пока тоже, наверное, в таких вот первых пионерских тестовых режимах, но тем не менее они у нас уже тоже есть, появляются, и некоторые из них стоят каких-то не самых больших, вполне подъемных денег. Вот. Так, ну что ж, наши вопросы, наверное, пока все. Ох, мы с вами почти 3 часа проговорили про технологии выращивания земляники и малины. Салих, спасибо вам огромное, вы мой герой, что выдержали такой большой, такой длинный, такой интересный для нас рассказ. Спасибо вам большое за эту беседу, за подготовку такой интересной презентации. Будем ждать подробностей по оставшимся приборам и машинам.
Коллеги, вам большое спасибо за интересные подробные вопросы. Их было интересно задавать, надеюсь, на них было интересно отвечать. Ну и лично мы с вами сможем встретиться на конференции «Ягоды России» вот уже на следующей неделе, 11-13 февраля. Подробности на сайте berry.ru. Ох, спасибо за ваши комментарии. Мне сейчас пишут, что это один из лучших вебинаров, и это так приятно. Салих, our audience says that it's one of the best among our webinars ever conducted. So thank you so much. It was a great presentation. Lots Pleasure. of very useful Pleasure. information. You did it great. Pleasure. Еще раз спасибо всем большое. До свидания, до новых встреч. И со многими из вас увидимся на конференции на следующей неделе. Thank you. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Bye-bye.